однодневным семинаром доктора Стивена Лабержа из Стэнфордского университета Калифорния мы открываем трек сновидений. То есть мы начинаем программу, цикл семинаров, которая будет исследовать глубоко тему сновидений, работы со сновидениями. И мы начинаем с самой горячей темы осознаваемых сновидений, когда вы спите, видите сон и знаете, что это сон, и можете в этом сне летать, управлять. Стивен Лаберж является общепризнанным авторитетом в этой области. Он автор двух прекрасных книг, которые, я полагаю, большинство из вас знает: «Осознаваемое сновидение» и «Практика осознаваемых сновидений». Эти книги пользуются довольно большой популярностью. И Стивен в своих книжках, например, в «Практике осознаваемых сновидений», разработал уникальные методы развития этого древнего искусства у современного западного человека. Нам это очень важно. Стивен является первым ученым, который предоставил научные доказательства того, что можно видеть сновидения и управлять ими, знать, что ты спишь. До Стивена это считалось какой-то полуэфемерной эзотерической выдумкой. И вот среди методов, которые описаны в книжке, некоторые просто являются блестящими. И на нынешнем семинаре, в соответствии с договоренностью с доктором Стивеном Лабержем, мы посвятим в основном данный семинар практическому применению и приобретению практических навыков искусства осознаваемых сновидений. Вместе со Стивеном Лаберж к нам приехала также его коллега, сотрудница Института осознаваемых сновидений Лин Левитан. Лин Левитан является исследователем сновидений, помогает Стивену в работе и также является главным редактором бюллетеня Института осознаваемых сновидений, который называется «Ночной свет» (Night Light). И вот вчера мы встретились со Стивеном и Лин, и когда были приватные разговоры о том, какие же методы действительно хорошо работают для того, чтобы стать осознаваемым сновидцем, Стивен сказал очень интересный метод. Он сказал, что, вы знаете, в соответствии с моими наблюдениями, один из самых лучших методов развития способности осознаваемых сновидений, о котором я только знаю, это иметь какую-то конкретную связь со мной, познакомиться со мной, поговорить со мной, прочитать мои книги. Уже этого бывает для многих достаточно для того, чтобы развить совершенную способность к осознаваемым сновидениям. И вы знаете, я, конечно, довольно-таки бездарь в области осознаваемых сновидений. Люди есть способные, есть неспособные, у меня другие таланты. Но после вчерашней встречи со Стивеном, данной ночью, я видел сон. Я запомнил этот сон. Я проснулся в этом сне, этот сон был осознанным. И в этом сне я помню, как Стивен учил меня осознаваемых сновидений. И вы знаете, в каком-то смысле я даже не знаю, это еще, то, что сейчас происходит, продолжение этого сна или реальность. И я хочу попросить Стивена прояснить этот вопрос. My Russian friends, Мои русские друзья, I would like to start off with a little story about the interactive nature of reality. я бы хотела начать с небольшой истории об интерактивной природе реальности. It's a Nasruddin story. Это такая... Mullah Nasruddin, you know? Nasruddin is a sort of Насредина. Yes, yes. Это история из Хаджи Насредина. One night, Nasruddin is walking down a deserted road. Однажды ночью Насредин шел по пустынной дороге. And he sees a troop of horsemen in the distance. И он увидел группу всадников на расстоянии. His imagination immediately goes to work. И сразу же его воображение начало работать. And he fears that it may be bandits. Он испугался, что это, возможно, бандиты. Or the army wanting to impress him into service. Или какое-нибудь подразделение армейское, которое может забрать его на службу. So he jumps over the wall into a graveyard
and falls into an open grave. И он перепрыгнул через забор на кладбище и спрятался в вырытой могиле. He's lying in the grave, trembling with fear, И вот он лежал в этой могиле, трясся от страха. when the horsemen ride up. They're honest travelers, actually. А когда подъехали эти всадники, это были просто путешественники. And they see him there, and they say, what's the matter? Can we help you? Они увидели его и спросили, в чем дело? Может, What are you doing there? что ты там делаешь? And Nazarene, now catching his wits, says, it's more complicated than you think. И вот тогда Насредин начал пытаться им объяснять, вот это гораздо более сложно все, чем вы думаете. You see, you are here because of me, И он начал им говорить, вы здесь из-за меня, and I am here because of you. а я здесь из-за вас. So, here we are together. Итак, мы здесь вместе. Vladimir asked me to clarify he doesn't know whether or not he is still dreaming. Владимир просил меня прояснить, продолжается ли все еще его сон сейчас. I hope by the end of the day that we will all understand that yes, he is still dreaming in one sense or other. Я надеюсь, что в течение дня мы все поймем, что он все продолжает ему сниться в том или ином смысле. This afternoon we will talk about the theory of how our minds construct our experience of reality. Сегодня после обеда мы поговорим о том, как наш мозг конструирует качество реальности. And that will allow us to answer the question more easily of what kind of dream is this? И тогда гораздо легче будет ответить на вопрос, а какого же рода сон это имеет место быть сейчас. Yes. So, in order to know while you are dreaming at night, asleep in bed, Чтобы узнать, когда вы ночью находитесь в кровати, спите вы или нет, снится ли вам это или нет, to know that you are in a dream as we usually call a dream, и понять, что вы во сне в том, что мы обычно называем сном, we first have to become familiar with what dreams are like. Прежде всего нам надо лучше познакомиться с тем, на что похожи сны. Our purpose in this seminar will be, as I believe Vladimir said, first of all to teach you techniques of becoming aware in your dreams. Прежде всего, вот на семинаре, как говорил Владимир, мы должны поговорить о техниках осознания себя во сне. Yes. But before we talk about the techniques, I would like to take a moment to speak of why we would want to do this. Но прежде чем перейти к техникам, я бы хотела немного поговорить о том, а почему мы хотим это сделать. So, for this afternoon, today's seminar, I would like to explain the rules of behavior. Итак, во время семинара я буду объяснять правила поведения. You are all now politely sitting in your seats. Вот сейчас вы все вежливо сидите в ваших креслах. No need. You may float to the ceiling at any time. И нет необходимости там взлетать каждый раз к потолку. You needn't bother about any laws of physics. Вам не нужно беспокоиться относительно каких-то законов физики, And nor the laws of society, а также о каких-то законах общества, because they don't matter. потому что они не имеют значения. Now, if I were to say this in your dream, А если бы я вот сказала это в вашем сновидении, what do you think you would do? что бы вы думаете делали? What you're doing now, Именно то, что вы делаете сейчас. which is exactly what you do while you're awake. То есть в точности то же самое, что вы делаете, когда вы пробуждены. You see, why can't we float to the ceiling now? Вы можете сказать, а почему бы нам и не взлететь к потолку сейчас? It's something we call the law of gravity. Это что-то, что мы называем законом гравитации. An external force Внешняя сила, that prevents us from doing it. которая мешает нам сделать это. But in a dream, Но во сне what prevents us from floating to the ceiling is not an external force, то, что мешает нам взлететь к потолку, это не внешняя сила. but it's an idea. It's the mental expectation of gravity. Это всего лишь идея, ментальное предположение существования гравитации.
But that constrains us just as much as a real external force. Но она ограничивает нас ничуть не меньше, чем реальная внешняя сила. For example, a door may be locked, Например, дверь может быть заперта, and so you can't go through it. и вы не можете пройти через нее. Likewise, if you think the door is locked, И таким же образом, если вы думаете, что дверь заперта, you don't try to open it. вы не пытаетесь ее открыть. So the door may not be locked at all, but it might as well be. Но может быть и нет. So mental ideas can constrain our freedom, limit our freedom. Итак, умственные идеи могут ограничивать нашу свободу. Likewise, the laws of society. И таким же образом происходит с законами общества. We now believe we are in public, Итак, мы сейчас думаем, что мы находимся in the presence of other people. в присутствии других людей. In our ordinary dreams, we believe exactly the same thing. И в наших обычных снах мы думаем то же самое. Yet the reality, Но вот реальность, we are in the most private state we ever are in. мы можем находиться в наиболее частных состояниях. So, as you know, you are more free in private than in public. И, как мы знаем, мы чувствуем себя более свободными в такой приватной ситуации, чем на публике. So if the dream therefore has the potential of much greater freedom, possibilities of exploring life, В наших сновидениях мы имеем гораздо больший потенциал и свободу в исследовании нашей жизни. but only if we know that it is a dream while we're there. Но только в том случае, если мы знаем, что это сон, в то время как мы в нем находимся. Otherwise, our dreams are very much like our waking lives. В противном случае наши сновидения очень подобны нашей жизни наяву. So, this afternoon we'll talk more about the use of lucid dreaming for personal development and transcendence. После обеда мы будем больше говорить об использовании осознанных сновидений для личного развития и трансцендентности. So for now, I would like to start with a technique of becoming lucid. А сейчас я бы хотела начать с техники того, как стать осознанным. But I want to make sure first that everyone understands what we mean. So that would be in a dream that we know this is a dream. Но прежде всего я хотела бы уточнить, что все здесь понимают, что речь идет о том, что это означает быть в сновидении и понимать, что вы находитесь в сновидении. So we know that we are asleep in bed, То есть мы знаем, что мы спим в кровати, and that there are no external constraints. We can do anything our mind conceives. и в то же время, что у нас нет вот этих внешних ограничений, мы можем делать все, что наш разум воспринимает. So Vladimir asked, how do I know I'm not continuing that experience? И Владимир спросил, а как мне узнать, не продолжается ли этот мой опыт? So, how do you know right now that this is not a dream? А как вы знаете, что сейчас это вот не сон? So I would like you to think about that for a moment. Я бы хотела, чтобы вы минутку над этим подумали. And then give answers of how you know that you are not dreaming now. И чтобы вы сейчас сформулировали ответ, а как же, откуда вы знаете, что вы сейчас не спите? Yes, what evidence you have for the fact that this is not a dream? Какие основания у вас есть считать, что это не сон? So, anyone? Ну, кто-нибудь Yes. может сказать? Там много этих случаев можно значит, назвать большое количество. Во-первых, Какие можно могут быть? изменить предмет, можно Заполнить изменить change Стивенса, objects, вот, and move можно your взлететь, buttons. попробовать. I can try to fly. Можно изменить. I understand, yes. These examples are, if you knew you were dreaming, then you could probably do those things, yes? Вот это примерно того, что если вы знаете, что вы спите, вы, вероятно, можете все эти вещи сделать. Now, you see, you have just made me move. See? Например, вы сказали, So, вы можете меня сдвинуть so куда-нибудь. that doesn't make it a dream. И это уже не делает это сновидением. So, of course, our ordinary dreams don't seem that much different. Но обычные наши сны не дают такой большой разницы. And besides, did you really, genuinely attempt
these things that you know you can do in a dream right now? И действительно ли, искренне ли вы уверены, что вы можете вот прямо сейчас сделать все эти вещи? Вот, как For во сне? example, flying. Например, I didn't see you really try to fly. Я It's не sort вижу, чтобы of вы пытались взлететь, because you don't believe that you were dreaming. потому что вы не верите, что вы спите. При проверке сон, That's значит, just реальность. the way to check. Yes, well, Не взлетали, yes. все реальность. But what I'm saying is that particular way of checking, which is in general, if this were a dream, I could do something that I can't do now. Но вот как раз вот этот способ проверки, что я могу сделать то, что на самом деле я сейчас сделать не могу, It's not fully reliable because when we try a test like that in a dream, when we don't believe it's a dream quite yet, that test will often fail. но он не совсем хороший этот тест, потому что когда во сне мы пытаемся его применить, и в то же время мы не совсем верим в то, что это сон, то этот тест не срабатывает. Because if you don't believe that you're dreaming, you don't think you can fly. Потому что если вы не верите, что вы спите, вы думаете, что вы не можете летать. And that's enough to keep you on the ground. И это вполне достаточно, чтобы удержать вас на земле. So, other ideas? Другие идеи. Во сне более интенсивные чувственные переживания. In dreams I have more intensive emotions and 6 feelings. пальцев получается. Sometimes, yes. Yeah. Sometimes in dreams, very intense emotions. Да, иногда во сне у нас бывают очень интенсивные эмоции. But many dreams, as in laboratory research, when people are awakened from every REM period of the night, the average dream is average. Я имел в виду еще и ощущения тоже. Ну Ощущение вот, себя, тела. he also means the feelings of his body, the feelings of himself, the sensation of Is his greater body. in the dream Yeah, or greater. Mhm. In some dreams again, but Опять же, только в некоторых снах. yes. But would the fact that at the moment you don't feel strong emotion or a strong sense of embodiment or movement prove that you're not in a dream? Но если в настоящий момент у вас нет каких-то сильных ощущений или эмоций, это еще не доказывает, что вы не спите. It might suggest it, but it doesn't, in my mind, prove it. И вот я бы даже сказала, что это доказывает это. So I'm being very picky here because I want us to find a way that we can be certain. И я здесь вот очень так точно хочу быть, потому что я хочу найти тот способ, когда мы могли бы быть уверенными. Вот на руке никогда не бывает 5 пальцев. Или 3, или 6, или 7. Когда считаешь по руке. Это когда во Ну, сне? когда в осознанном сновидении. In a lucid dream, I never have 5 fingers on my hand. Either 3 or 6, but never 5. Yes. When I count them. Yes, but before it becomes a lucid dream, you said. Но это прежде, чем это становится осознанным сновидением. Which is this dream figure in your dream asks you this question. You say, no, this is not a dream because I've got 5 fingers. Но вот это ведь еще до того, как сон стал осознанным. И вот сейчас вы смотрите, нет, это не сон, потому что у меня 5 пальцев. Yeah, see? Ну, у меня плотный признак вот какой, значит, происходит раздвоение сознания. Нас как бы двое. Один мыслит так же, как я сейчас, а другой действует. In an alternative state of consciousness, it looks like there are 2 of us. One is thinking and another one is acting. Again, in some dreams. Опять же, то в некоторых сновидениях. I remember dreams where it's as if I'm exactly where I am now, that there's just me here, acting in a dream, as I am acting in whatever world this is. Но это опять же в некоторых сновидениях. И у меня были такие сновидения, когда я действовал в точности так же, как сейчас я действую. There are some dreams, I understand what you're saying, where I see myself over there, and И есть такие сны, вот я понимаю вас, когда я вижу себя вот там. but there are also some dreams like this. Но есть и такие сны, как вот это. So I don't think we can be certain because your experience now is not like that form of dream, that it's not this form of dream. Ну, то есть мы опять же не можем быть уверенными, потому что то, о чем вы говорите, вот к этой форме снов относится, а к этой нет. See? Мне бы хотелось сказать, что наверняка все во снах падали с крыши, с горы. I think all the people had such an experience, like they fell down from the roof or from the mountain. Тонули, но тем не менее мы все здесь. But we all are here now. То есть, ну, то есть мы живы So they are остаемся. still alive. Практически.
But how would that prove that this were not a dream? А как это доказывает, что то, что имеет место сейчас, это не Ну, сон? я сейчас выпрыгну в окно, в общем-то, не знаю. If I jump out of the window now, I may feel it. Maybe so. I didn't see you jump out the window. Но, может быть, но я же не вижу, чтобы вы выскакивали из окна. Why not? А почему бы и нет? Because you're afraid of what would happen because you don't believe you're dreaming. Это потому, что вы боитесь, что это может случиться, это потому, что вы не верите, что вам сейчас снится сон. You see the same problem as we were saying here, that I'm not really trying to fly because I don't believe I can. Это такая же проблема, как и раньше. Я думаю, что я не могу летать сейчас, это потому, что я не верю. Because we don't try to do things that we think we can't do. Потому что мы не пытаемся попробовать сделать те вещи, относительно которых мы думаем, что мы не можем. So, А вот это осознанное сновидение. Из этого, Если я вижу фонтан if I see a во fountain, сне, я как бы останавливаюсь и думаю, фонтан это очень хорошо, я хочу, чтобы был большой фонтан. I Фонтан становится stand очень and большой. watching and saying, oh, fountain is wonderful, I wanted to make it big. And it А потом я becomes думаю, big. почему бы он так это из воды, лучше бы, чтобы он был из And шампанского. then I think it's water, well, it's better to be champagne. yes. Да, и он становится. Yes. It becomes. И когда, если я падаю, Yes. And then when I fell down, если я падаю, я как бы со стороны на себя отошла, посмотрела, что да, я I see падаю, это сон. myself from Я хочу летать. outside. I see myself Yes. Я fall уже не down and падаю, I я felt уже that I лечу. want to fly and I don't fall down, I fly. Yes, yes. That is another excellent example of what dreams are like or can be like when you know that they're dreams. Yes? Здесь еще один прекрасный пример того, на что становятся похожими или могут быть похожими, если вы знаете, что это сон. But if you don't know that they're dreams, then things like that don't happen, right? Но если вы не знаете, что это сон, то тогда такие вещи не происходят. Because I have dreams in which I do fall down. Потому что у меня есть сны, в которых я падаю. Because that's what I expect to happen if I Потому trip. что я предполагаю, что это может случиться, когда я путешествую. So what I'm saying is you can't be certain that this is not a dream just because what is happening is not what happens sometimes in your dreams. И вы не можете быть уверенными, что это сон или не сон, потому что там случается что-то, что может случиться во сне или не во сне. Yes. Now, it turns out that there is a reliable way of testing whether or not you are asleep and dreaming or not. Итак, каков же тот способ вот действительной проверки, спите вы или нет? For example, I read this piece of paper. It says dreaming and awakening. Например, я читаю вот эту статью, и тут написано сон и пробуждение. I look away, Я смотрю в At you. сторону, на вас, I look back and read it again. и читаю это снова. It says dreaming and awakening, exactly what it said И before. опять же здесь написано сон и пробуждение точно так же, как и раньше. I look away at my hand, I look at you somewhere else, and I look back. Я смотрю на свои руки, еще куда-то, и снова смотрю And the назад. third time it still says exactly the same thing И as it just did. в третий раз это опять же то же самое написано. Now, we have experimented with asking people like you in a dream to reread text. И мы делали такие эксперименты, мы просили людей заново прочесть какой-то текст во сне. And found that for 95% of the cases, И в 95% случаев that on the second rereading, the writing will change if you are in a dream. Уже при втором перепрочтении текст изменяется, если вы во сне. And if you reread more than 2 times, then it becomes still more likely. И если вы читаете это снова и снова больше, чем 2 раза, он все менее похож на начальный. Now, why does this work? Итак, почему это срабатывает? Now I am able to pick it up the 4th or 5th or 6th or 100th time Итак, вот сейчас я могу это вот брать там 4, 6, 100 раз. and still see the same thing because И of все еще видеть ту же самую вещь, потому что that in the quote physical world в нашем физическом мире there's some writing that I am then reading through the sensory input существует нечто написанное вот в этом физическом мире, и я читаю это, используя свои сенсорные вот ощущения. that impinges on my
retina and then is transmitted to the back of the brain where I see an image. Сетчатка и дальше передается в определенную часть мозга. But what I'm seeing is mainly constrained by the pattern of light and darkness on this piece of paper. И все это сконструировано светом и тьмой на этой кусочке бумаги. Now in a dream, I can hold up a piece of dream paper, Но во сне я держу в руках кусочек бумаги сновидения. but when I put it down, where does it go? И когда я кладу это на стол, куда она девается? It no longer exists because I am not making it with my mind. Она больше не существует, потому что я больше не произвожу ее своим And so мозгом. I quickly put it up there and here's what it is. Я Nothing. снова беру ее и вижу, что там, а там уже ничего нет. And so I remember what it should say, И я помню то, что она должна была бы говорить, but it doesn't. но она уже этого не делает. The funniest example Самый забавный пример. of someone rereading dream text. He looked at the writing, Некто пытался так перечитать этот текст, he looked away and looked back and saw the letters on little feet running to get back in place. Значит, когда он посмотрел в сторону, а потом снова посмотрел на этот текст, он увидел, что у букв образовались маленькие ножки, и буквы на этих ножках убегали. For some reason, he realized he was dreaming. И у него появилось какое-то основание прийти к выводу, что он спит. So I recommend that test as a simple way you can reliably determine whether or not you are, quote, awake or dreaming. Итак, я предлагаю вам вот этот тест, который вы можете использовать для того, чтобы убедиться, спите вы или это сновидение. A related technique is looking at a digital watch. Подобная техника – это посмотреть на часы с циферблатом. Looking away, looking back several times. The rereading of time. То есть тоже посмотреть в сторону и назад несколько раз, заново считывая время, числа. Because writing is a difficult process for the brain to produce. Потому что вот письмо – это очень трудный процесс, производимый мозгом. And it will easily fail upon repetition. И он легко нарушается при повторении. Now, there's another reason that I asked you to do this exercise. Есть еще одна причина, почему я просил вас сделать это упражнение. And that is that if you were to ask yourself this question in a lucid dream, Если вы спросите in a regular dream before you knew it was a dream, Итак, если вы зададите себе этот вопрос в обычном сновидении, еще когда вы не знаете, что это сновидение, and you did the appropriate test, looking at your watch 3 и вы times, начнете делать этот тест 20 раз, посмотрев на часы, then you would become lucid. и вы станете осознанным. You might not if you said, well, if this is a dream, I can fly. Но, возможно, это и не произойдет, потому что если вы себе скажете, если это сон, я могу летать. Because I have had exactly that experience of thinking that this might be a dream. Let me see, I'll try to fly. No, not a dream. У меня был подобный опыт, я решила, наверное, это сон, я, значит, могу попробовать летать. И не получилось, и я пришел к выводу, что это не сон. Now, it's not likely, though, that you are going to ask that question in a dream if you don't ask it while you're awake. И нет, это совсем другое, когда вы задаете подобный вопрос себе в сновидении и в пробужденном состоянии. So the first technique for having lucid dreams Итак, первая техника получения осознанных сновидений is to ask yourself, say, a dozen times a day, – это задавать себе дюжину раз в течение дня вопрос. how do I know this is not a dream right now? Откуда я знаю, что это не сон вот прямо сейчас? And then do the test И затем делайте этот тест and determine what state you're actually in. и определяйте, в каком состоянии вы находитесь. Now, we don't leave it at that, though, И обычно мы не живем таким образом. because otherwise what you would be learning is the answer is always no, it's not a dream. И если бы мы это делали, то ответ всегда был бы нет, это не сон. So we add to that technique, once you have tested, we then imagine, but suppose this were a dream. Но поэтому мы нечто добавляем в эту технику, а именно, проделав этот тест, мы
решаем представить себе, а что бы было, если бы это был сон? What would be like? And then imagine things like flying or doing these magical transformations or the things that you do in dreams. Imagine И it. затем представьте себе, что вы летаете или делаете какие-то трансформации, именно то, что может происходить во сне. Ну, просто вообразите себе. Yes. Say, this is what it's like to know I'm dreaming and to be able to control it. И это вот способ узнать, что вы спите, и получить возможность контролировать это. And tonight I want to remember to do this. И говорить себе, что сегодня вечером я хочу напомнить себе, что надо это делать. Okay. Now, it's important to decide what you want to do with the next lucid dream you have. Очень важно принять решение, что вы собираетесь делать со следующим осознанным сновидением, которое у вас будет. Having the goal merely of becoming lucid is too vague. Если ваша цель просто получить осознанность, она слишком туманна. It's much better if you think something like this. Гораздо лучше, если вы будете думать следующим образом. Tonight I want to become lucid so that I can fly. Сегодня я хочу стать осознанным, чтобы полетать. Or that so I can test what Stephen Labерж said about writing, looking at it 3 times. Или я хочу стать осознанным, чтобы проверить тест Стивена Лабержа и перечитать текст 3 раза. Or have an encounter with a dead loved one, or whatever purposes I might want. Попробовать что-то, в общем, поставить какую-то конкретную цель. But to have a particular reason for becoming lucid. Но то есть у вас должна быть конкретная причина для того, чтобы стать осознанным. There are 2 reasons why that is useful. Есть 2 основания, почему это полезно. First, I've already said that it makes your intention, your goal, much more definite and concrete rather than vague. Прежде всего, это делает вашу цель гораздо более определенной и конкретной, а не туманной. But it also avoids the problem that otherwise you will have Но это также помогает избежать проблем, которые бы у вас в противном случае возникли. of saying to yourself, this is a dream. I can do anything. Это вот это сон, я все что угодно могу делать. What would that be? And while you're thinking of all the possible things you can do, И вот вы задумываетесь, а что бы мне тут сделать? И вот всякие возможности там появляются, you wake up. и вы просыпаетесь. Oops. And I'm sure many of you have had that exact experience, to realize you're dreaming and then to wake up immediately. И я думаю, что у многих из вас был этот опыт, когда вы обнаруживали, что это сон, и после этого сразу же просыпались. Later this morning I'll describe some techniques for staying in the dream. Позже я опишу несколько техник, как остаться в сновидении. I would recommend the flying as an excellent first task for lucid dreamers. Я бы рекомендовал полет как прекрасную технику для первых осознанных сновидений. Because it is very educational. It shows exactly how your expectations determine what happened. Это дает очень хорошее образование, обучение, показывает вам, как ваши ожидания могут осуществляться. So you jump in the air and are flying, То есть вы подпрыгиваете в воздух и летите, and then you say, wait a minute, I can't do this. и вдруг в какой-то момент вы себе говорите, подождите минуточку, я же не могу это делать. And the moment you have that thought, В тот момент, когда у вас возникает эта мысль, вы вниз. and then you think, oh, yes I can. И тогда вы думаете, нет, я же могу. It is precisely related to what you think is possible. Это в точности соотносится с тем, что вы думаете о том, что возможно. You see, some things in dreams are entirely determined by expectation. И все, что вот в этих снах, оно в сущности определяется вашими ожиданиями. Like whether or not you can fly. Ну, например, можете или не можете вы летать. Some other things may not be, Еще некоторые вещи может и не быть. because they are mental processes that normally use something outside of ourselves for it to work properly. Потому что вот эти ментальные процессы, они обычно требуют чего-то находящегося вне нас, чтобы работать соответственным образом. So this is the first technique. Итак, это первая техника. Another important way of learning lucid dreaming
Еще один важный способ обучения осознанным сновидениям is to become familiar with what your dreams are like. – это хорошо изучить, на что похожи ваши сны. In order to have dreams, lucid dreams, and remember them at all, of course, you have to remember your dreams. И прежде всего, чтобы иметь осознанные сновидения и помнить их, прежде всего вообще должны помнить ваши сновидения. So for lucid dreaming to be reasonably easy to do, you have to be remembering at least one dream a night. Для того, чтобы легко было перейти к осознанным сновидениям, вы должны помнить хотя бы одно сновидение за ночь. If your dream recall is less than that, then you have too little familiarity with what your dreams are like to expect to recognize them when you're there. И если у вас есть такой уже опыт сновидения, и вы знаете, на что похожи ваши сны, то вам легче осознать, что это сон. So, for example, it might be that, to take a metaphor, Например, если взять метафору, suppose what my dreams were like this, to be visiting Moscow for the first time. Например, мои сны были посещение Москвы первый раз. Where much is familiar and works the way it does everywhere. И это, в общем, как-то понятно, как это происходит, и как это происходит везде. But there are some oddities. Но там были некоторые черты. For some reason, I can't read anything. По какой-то причине я ничего не могу прочесть. Now, for me to use that fact about my dreams, which doesn't happen to be so, but it's an example, I would need to know my dreams often have writing that is in Cyrillic. И вот, чтобы понять, что это сон, я должен осознать, что что-то в моих снах содержит письмо на кириллице. And if I notice writing like that, I say, hey, this might be a dream. И если я увижу, что что-то написано таким образом, я могу подумать, наверное, это сон. So I have to remember my dreams to know that. И так я должен помнить свои сны, чтобы знать это. To give a real example, Но чтобы дать более реальный пример, I often have a dream that I am in some foreign city at a scientific conference. у меня часто такой сон повторяется, что я нахожусь в каком-то иностранном городе на конференции. And I am talking with colleagues in a meeting hall. И я разговариваю со своими коллегами в зале, где все встречаются. And I get at that point the idea, thank you, I think I will go back to my hotel room. И в какой-то момент я говорю, да, спасибо, я лучше пойду назад в свою комнату в отеле. Then I can't remember where my hotel room is. И я не могу вспомнить, а где же моя комната в отеле? Why not? Почему нет? Anybody answer? Кто может ответить на этот вопрос? Because I don't have a hotel room. Да просто потому, что у меня нет комнаты в It's a отеле. dream. Это сон. I expect I ought to, Я предполагаю, что она у меня должна быть. because I'm in a foreign city at a conference and I always do. Потому что я нахожусь за рубежом на конференции, у меня она всегда там есть. But that's all there is to the dream, so I don't have a room. Но поскольку это все во сне, то на самом деле у меня этой комнаты нет. A very similar dream will be to have gone to some place, to the opera, for example. И подобные сны, например, вы куда-то в другое место направляетесь, например, в оперу, And to be ready to return home. и вы хотите оттуда вернуться домой. And either not to be able to find my car, И вы не можете найти, я не могу найти свою машину, or to be in the car and then not to be able to find the streets. или уже находиться в машине, но не в состоянии найти свою улицу. I thought there was a freeway exit here, but there's not. То есть я думаю, что здесь вот скоростная дорога, но ее на самом деле там нет. Or that I leave, I say, one moment, I'll be right back. And I walk out of the room. И я думаю, что вот я сейчас говорю, я вернусь, я выхожу из комнаты. And then I can't find the room anymore. И я больше эту Where did комнату it не go? могу найти. Куда It она disappeared. делась? Она исчезла. And I can't find my way back. И я не могу найти дорогу назад. So have you all experienced something like that, where there's some change in your dream? Приходилось ли вам что-то подобное видеть в своих снах, когда происходило такое изменение? And that is one kind of what we call dream signs. Это вот одна из тех вещей, которые мы называем признаками сновидений. These are
parts of dream content that can tell you that you're dreaming. Есть определенная часть содержания сна, которая сама может вам сказать, что вы спите. Now, you probably mostly don't have dreams of going to scientific conferences in foreign cities. Возможно, у большинства из вас нет повторяющихся снов о том, что вы находитесь на конференции за рубежом. So that's not a useful dream sign for you. Поэтому, может быть, это не очень полезный признак сновидения для вас. That's why you need to study your particular dreams Именно поэтому вам надо внимательно изучить именно ваши сны, to find out what's dream-like about them. чтобы найти, что же в них такого вот напоминающего сновидения. Yes. That's described in the course in lucid dreaming. The first segment is about exactly keeping records of your dreams and then studying the dream signs. Вот это описано в первой части книги по осознанным сновидениям. Это как записывать, анализировать сны. And this is a very important technique because it's how people are able to really learn how to have lucid dreams, because they start to notice what are the commonalities, the similarities in all of their dreams, and they begin to recognize, yes, this feels like one of my dreams. И это исключительно важная часть техники, когда вы изучаете свои сновидения, запоминаете, и тогда уже вы можете прийти к выводу, что да, вот это относится к моим сновидениям. So does everybody understand those two methods? Все ли понимают эти два метода? So are there any questions about those methods? Есть ли вопросы относительно этих двух методов? Yes. And I will say, by the way, when I'm talking, if there's something that you don't understand, please raise your hand at that point. If you want to ask a question that is not exactly on the topic of what I'm saying, please wait until the end of each session where we'll take some general questions. But if there's something you don't understand, Если по ходу рассказа происходит, вы обнаружите, что вы что-то не понимаете, пожалуйста, поднимите руку. Если же у вас возникает вопрос, который не совсем относится к тому, о чем мы говорим непосредственно сейчас, тогда, пожалуйста, подождите до перерыва, и там будет время на то, чтобы ответить на эти вопросы. So, one other technique Еще одна техника. that is related to the first one I described that had three parts to it, which was reality test, and then imagining you're dreaming, and then doing in your dream what you want to do. Она относится к первой, которая состоит из трех частей. Первый – это тест на реальность, второй – надо представить себе, что вы делаете, и третий – там попробовать что-то. Is the technique that I have used the most personally. Это та техника, которую я лично в основном использую. And it, I think, is well suited to people who meditate. И она хорошо подходит тем, кто занимается медитацией. It involves waking up from a dream sometime in the middle of the night. Она включает в себя пробуждение от сна иногда в середине ночи. And you have to recall the dream. И надо припомнить сон. You tell yourself the story of the dream. Вы рассказываете себе историю этого сна. And then, as you're lying in bed going back to sleep, И затем вы остаетесь в постели, вы снова засыпаете. you imagine yourself being in that dream. Вы представляете себе, что вы все еще находитесь в этом сновидении. And this time, you recognize the dream signs. И в этой ситуации вы начинаете распознавать признаки And then сновидения. you see yourself becoming lucid, И вы видите, что вы становитесь осознанными, and then doing what you want to do in your dream. и вы можете делать то, что вы хотите делать в сновидении. And you say to yourself, the next time I'm dreaming, I want to remember to recognize that I'm dreaming. И вы в этот момент говорите себе, что в следующий раз, когда я буду видеть сон, я вспомню, что я вижу сон, и узнаю его. So you have just visualized what it is you want to do. Итак, вы должны визуализировать то, что вы будете делать. And you've said in words to yourself, here's what I want to do. И вы словами себе говорите, вот это то, что я собираюсь делать. I want to recognize I'm dreaming next time I'm dreaming. Я хочу распознать, что я сплю в следующий раз, когда я буду в сновидении. And you repeat this several times, И вы повторяете это несколько раз, maybe a dozen times. может быть, дюжину раз.
until you feel that your mind is clearly set on your intention. До того момента, когда вы убеждаетесь, что ваш разум полностью воспринял это ваше намерение. And then you just go to sleep. И после этого вы спите. If you find that you start thinking about something else Если вы обнаруживаете, что вы начали думать о чем-нибудь еще, that doesn't have to do with your intention to become lucid, не относящимся к вашему намерению стать осознанным, then you must go back and do another cycle. тогда вам надо вернуться и проделать этот цикл еще раз. Seeing yourself in the dream that you just woke up from, recognizing that it's a dream, and becoming lucid and doing what you want. То есть вы снова представляете себе, что вы находитесь в том сне, от которого вы проснулись, представляете себе, что вы в этом сне находитесь осознанными и говорите себе о том, что вы осознаете. And so again, you drifting off sleep, but maybe you'll think of something. What do I need to do when I get out of bed or something? И, может быть, Let после it go. этого вы начинаете засыпать, и вы опять начинаете думать, что вы должны сделать завтра после того, как проснетесь. And come back to your intention. Тогда снова прервите это и вернитесь назад к вашему намерению. This is exactly the same kind of technique as the concentrative meditation when you're focusing on your breathing or the space in front of you and excluding other thoughts. Это в сущности та же самая техника, которая используется в медитации, когда вы концентрируетесь на чем-то, например, на вашем дыхании. Where the moment that the other thought arises, you pinch it off. И когда какая-то другая мысль появляется, вы избавляетесь от The нее. main difference is in the usual meditative practice. It's not so much that you're thinking one thought and excluding others, but you're trying to think no thoughts. But this time there's one thought that you're allowing, and only one. Разница состоит в том, что в медитации вы пытаетесь исключить все мысли, чтобы у вас не осталось никаких мыслей. А здесь вы концентрируетесь на одной мысли и отгоняете все другие. So what happens is that if you go to sleep having thought nothing but what you want to do next, И вот что происходит, когда вы засыпаете, если у вас есть в точности одна мысль о том, что вы хотите сделать, 45 minutes or an hour later, you're in another dream and suddenly you remember, there was something I wanted to do. может быть, там спустя 40 минут или позже вы оказываетесь в сновидении, и вдруг у вас в памяти вспыхивает здесь что-то, что я должен был здесь сделать. Oh yes, to become lucid, and you are. Ну как же, я же должен был осознать себя, и вот тут это и происходит. So you see, in this term, lucid dreaming is simply a matter of remembering to do something that you decide now, later. И в этом случае осознанное сновидение это просто то, что вы делаете, как бы то, что вы преднамеренно хотели сделать заранее, это случается чуть позже. Now, this is something that you all know how to do already. И это что-то, что вы, в общем-то, уже, наверное, знаете, как делать. We're not usually very good at this, but we can set our mind to remember to do something later in the day. Обычно мы как-то не очень хорошо этим пользуемся, но даже в течение дня мы планируем, что вот сейчас мы должны не забыть что-то, что мы должны сделать позже. I must remember after the session to ask Vladimir about our Air France flight. Например, я должен не забыть после окончания занятия спросить Владимира о авиакомпании Air France. And so you understand how we do these things. То есть вы понимаете, как мы делаем подобные вещи? Because people are not very, we usually write notes, Ну, обычно мы делаем себе какие-то заметки, reminders. чтобы памятки. It can be difficult, though, to write a note that will be there in the dream. Но очень трудно что-нибудь написать на бумажке, чтобы это было во сне. Although I will in a moment talk about an example. Хотя я чуть-чуть позже приведу вам пример. But first we want to be able to use a purely mental reminder. Но мы должны использовать такое ментальное памятку, напоминание. And again, this is described in the course. И опять же, это тоже описано в этом курсе. It is the mnemonic induction of lucid dreams, Это мнемоническое индуцирование осознанных сновидений, which refers to the using the visual imagery from a particular dream, the one you just had, это использование конкретного образа из того сновидения, которое мы только что видели, to set your mind to become lucid. чтобы настроить ваш разум на то, чтобы он стал осознанным. There are several reasons why this technique is so effective. Есть несколько причин, делающих эту технику очень эффективной. One is that
if right now you say, tonight, I wish to recognize I'm dreaming, Если вы себе скажете, вот сегодня я хотела бы, чтобы я стал осознанным во сне, it will seem rather vague to you. What is dreaming? потому это будет все достаточно туманным, потому что значит сновидеть? But when you've just awakened from a dream that you vividly recall, Но если вы только что проснулись от сна, который вы сейчас сами себе напоминаете, so when this happens again, when I'm in this state that I was just in, again, I want to remember. вот здесь я могу сказать, что вот когда это состояние, которое я еще ощущаю, когда оно снова произойдет снова, вот здесь я хочу его запомнить и вспомнить. And that makes it much easier to do that. И тогда это гораздо легче осуществить. It's also the case that when you wake up from a dream, Это также вот в этом случае, если вы просыпаетесь от сна, the state of the brain, of the dreaming state, persists for several minutes. вот это сновидческое состояние мозга, оно еще в течение нескольких минут сохраняется. There is a phenomenon of learning and memory called state-dependent learning. Есть такой феномен обучения, это связано с памятью, это обучение, зависящее от состояния. The classical example is a person who, when he has had too many vodkas, finds a particular, let's say, bar or restaurant, but when he's sober can't remember where it is. But then again, when he's drunk later, he can remember it. Ну вот такой вот пример, когда кто-то очень сильно надрался водки, и в таком состоянии он находит какой-то бар, где ему очень хорошо, в трезвом состоянии он не может вспомнить, где был этот бар. Но если он снова напьется, то в пьяном состоянии он легко найдет туда дорогу. Yes. So, and there are many other examples, because one of the cues we use to help us remember things is the state of the brain. И можно привести много других примеров, потому что один из ключей, как использовать это использовать само вот это состояние мозга. For example, our brains, because as we'll talk this afternoon, are the product of biological evolution, we remember things in relationship to important biological contexts. И поскольку наш мозг является продуктом биологической эволюции, мы запоминаем вещи в зависимости от важности вот этого биологического контекста. For example, if I feel strong fear now, Например, если я сейчас испытываю сильный страх, I will remember what I have done in other fearful situations in the past. я легко вспомню те ситуации в прошлом, в которых я испытывала такой страх. Which could help me to deal with the current situation. И это поможет мне разобраться с тем, что происходит сейчас. A more neutral example is when you walk into a restaurant, you immediately remember how restaurants work. Или более такой нейтральный пример, если вы входите в ресторан, вы мгновенно вспоминаете, как вообще в ресторанах все происходит. It would be strange to walk into a restaurant and start thinking about how museums are set up. Потому что было бы странным, если бы вошли в ресторан и начали думать о том, как все в музеях организовано. Our brains are designed to let us remember things that are relevant to the situation that we seem to be in. Наш мозг сконструирован таким образом, что он напоминает нам о ситуациях, относящихся к той, в которой мы сейчас находимся. So you know that your dreams are difficult to remember. Вы знаете, что вам трудно запоминать сны. And one of the reasons this may be true is because of the state-dependent learning. И одна из причин этого, возможно, связана с этим вот обучением, зависящим от состояния. So by setting our intention right after we woke up from a dream, we can then be closer to the dream. И когда мы устанавливаем наши намерения в состоянии, когда мы только-только вышли из сновидения, то мы оказываемся очень близки вот к нужному состоянию сновидения. And that makes it then easier to remember what we want to do while we're in the dream. И тогда нам гораздо легче вспомнить, что мы должны делать, когда мы находимся во сне. Now, we advise people to practice memory for future intentions in the waking state before they try this exercise. И мы предлагаем людям практиковать запоминание будущих намерений вот в том состоянии, когда они только просыпаются. The course describes various targets that you decide to remember, such as on your way home tonight, halfway
between here and your home, you will check how many miles or how many kilometers it was. Ну, вот в курсе описаны различные цели, которые можно ставить себе при таком обучении. Например, сегодня вечером по дороге домой на определенном участке этой дороги вы будете фиксировать, сколько там миль или километров вы проезжаете. Now, the importance of that example is it's something that you don't care about at all. И важность этого примера состоит в том, что на самом деле он не представляет, вы об этом вообще как бы не заботитесь. Except as a means of perfecting your memory. И единственное, это работает на улучшение вашей памяти. Yeah. And if you find that you can learn to reliably say, I'm going to remember to do this thing, whatever it is. И если вы научитесь и будете видеть, что вы можете положиться на вашу способность, что дать себе команду запомнить и помнить это. While you're awake, then you're in the position to do it in the dream. И если вы можете это делать в пробужденном состоянии, то тогда вы сможете делать это и во сне. So you practice until you know, okay, I know how to do this, and then I'm going to do the mile technique, and it will work. И когда вы убедитесь, что вы можете это делать, вы сможете сделать вот эту другую технику, и она тоже сработает. Okay? So now we have developed devices that use all of these techniques in one method. И мы разработали приборы, которые позволили объединить все эти техники в один метод. Yes. So this Nova Dreamer Вот этот Nova Dreamer is a mask that you wear while you're sleeping. это маска, которую вы одеваете, когда вы спите. It has a sensor, an infrared sensor, Там есть инфракрасные сенсоры, that determines when your eyes are moving. которые фиксируют движение глаз. Do you have stores that you walk in and a bell rings that interrupts the light beam, or examples in your culture? Ну вот я не знаю, есть ли у нас какие-то примеры, например, в магазинах или еще где-то, где используется световой луч для прерывания какого-то. It indicates it's a technology that sees your eyes are moving and therefore that you are in dreaming or rapid eye movement sleep. То есть это технология, которая позволяет фиксировать быстрое движение глаз, которое свидетельствует о том, что у вас идет сновидение. And then it causes lights to flash. И после этого начинают вспыхивать огоньки. And these lights flashing can appear in your dream. So what this is a dream sign. Итак, что это такое? Это просто признак сновидения. Something that's going to tell you that you're dreaming. Что-то, что говорит вам, что вы спите. But a very specific one. Но это очень специфический признак. Okay. Does one blink the lights at an intermission of the opera or the concert in Russia? Yeah. Yes. So. Ну вот есть такие мигающие освещения, которые используются там на концертах, в театре. Meaning the show is about to start. И оно, ну как бы вот показывает, что шоу должно начаться. Okay. And the same thing exactly in the dream, that you И то же самое происходит здесь в сновидении. see either the lights in the room flash, lightning bolts. То есть это в том, что увидеть, там появляются какие-то сверкающие лампочки или еще что-то. There are many, many techniques. Again, the manual describes hundreds of ways that the lights appear. Вот в этом учебнике описываются сотни способов, какими эти огоньки могут появиться во сне. And you simply prepare your mind to recognize what it means. И они просто подготавливают ваш разум к тому, чтобы распознать, что это означает. So this is being a reminder. You're already trying to remember to do something, to recognize you're dreaming, and then you get a hint, a reminder. То есть это все представляет собой своего рода памятку, то есть это дает вам намек и напоминание о том, что происходит. And then you become lucid. И после этого вы становитесь осознанным. But if you're using this device without trying already yourself to remember, Но если вы используете это устройство без того, что вы пытаетесь сами себе напомнить, then it's not likely to help. это вряд ли вам поможет. Okay, there's another way that the Nova Dreamer helps a person to become lucid. Есть еще один способ, как Nova Dreamer помогает стать осознанным. It has a snooze button. Do you have on alarm clocks to turn them off? Вот есть To wait 10 minutes?
кнопочка на будильнике, которая дает задержку на 10 минут? Because when we're falling to sleep, our eyes move as they do when we're dreaming. Поскольку когда в процессе засыпания наши глаза двигаются так же, как и позже в процессе сновидения. You push the button in front of the mask like this. И вы нажимаете кнопочку в начале на вот этой маске. It makes a flash of light. Она показывает вот такое мигание. And at the same time a beep of sound. И в то же время такой гудочек. Now, each time you press the button, it adds 10 minutes of delay. И каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, она добавляет 10 минут отсрочки. So if I push it 6 times, then the Nova Dreamer will not give me any reminders for 1 hour. И если я нажму это 6 раз, то значит в течение часа новодример не будет включать напоминания. So at the beginning of the night, you push it 6 times, and then after 90 minutes, you have your first REM period, and then the lights will start flashing. И может быть в течение часа он не работает, и затем может быть там через 90 минут у вас начинается быстрое движение глаз, и он срабатывает. And so the lights flash, and suppose at first they wake you up. И, допустим, в первый раз это заставило вас проснуться. Then what you do is you push the button, Тогда что вы делаете? Вы просто нажимаете на эту кнопочку. say 3 times, Например, 3 раза. and then go back to sleep. И снова That продолжаете delays спать. for 30 minutes, letting you fall back to sleep. И у вас есть 30 минут на то, чтобы спокойно заснуть. And then the next REM period comes along. И затем снова приходит следующий период движения глаз. You start dreaming again. The Nova Dreamer detects that, gives the flashing lights, И снова срабатывают огоньки. and you think it woke you up again. И, возможно, это снова заставляет вас проснуться. And so you push the button. И тогда вы Right? снова нажимаете на кнопочку. But this time, it doesn't work. Но в этот раз оно не срабатывает. Push the button, nothing Снова happens. нажимаете кнопочку, не срабатывает. Why not? Почему нет? Because you're dreaming. Потому что вам это снится. You see, because the Nova Dreamer awakened you the first time, И потому что новодример разбудил вас в первый раз. now you have the expectation, flashing lights, oh, it will wake me up. And you have a dream that it woke you up У вас instead. есть такое ожидание, что если замелькали огоньки, то это вас заставит проснуться. И вот вам снится, что вы проснулись. And you have a built-in reality test, И вот у вас есть тест на реальность. just like the rereading text. Это так же, как перечитывание текста. Because this Nova Dreamer Потому что этот новодример, has a little computer chip in it, в нем есть маленький компьютерный чип, and that's why when I push the button, the lights flash immediately, and you hear a sound at exactly the same и time. именно поэтому, когда я нажимаю кнопочку, одновременно мелькают огоньки и раздается гудок. Now, do you think if you saw a Nova Dreamer in your dream, that in that Nova Dreamer would be a dream computer chip that would be programmed to do exactly what this... Вы думаете, что если вы увидите этот новодример в вашем сне, то там в этом новодримере будет реальный компьютерный чип, который будет срабатывать, когда вы нажмете на кнопочку? No. So, the way that we are able to see the light and hear the sound and feel the sensation of pushing the button all at the same time И вот способ, когда мы можем одновременно с нажатием кнопки увидеть вспышки и услышать звук, is because of our sensory systems taking in information at the same moment. это происходит благодаря тому, что наша сенсорная система одновременно воспринимает эту информацию. But remember, in the dream, there's no sensory input from the outside world. Но в нашем сновидении нет сенсорного ввода информации из внешнего мира. So the only thing that ties together the light and sound and sensation is your expectation. И единственное, что объединяет свет, звук, это ваши ожидания. And that turns out not to be good enough to represent it exactly. И оказывается, что это все недостаточно хорошо, чтобы в точности повторить. Most things in dreams work realistically, but machines and the really new technology that our brains were not evolved to understand
Многие вещи в сновидении работают очень реалистично, но что касается разных устройств и новых технологий, которые являются сложным продуктом мозга, это не так. They tend to malfunction. Они обычно не функционируют. So, next time you find some piece of Russian technology that doesn't work, you should ask yourself whether or not you're dreaming. И в следующий раз, когда вы столкнетесь с какой-нибудь российской технологией, что-то у вас не будет срабатывать, подумайте, может быть, вы спите. So, yes, I know that just because something doesn't work doesn't prove you're dreaming. Конечно, я знаю, что если что-то не работает, это еще не означает, что вы спите. But it is a good sign with this, that if you push the button and it doesn't work, especially since then you fly out of the bed next. Но это очень хороший признак, когда вы нажимаете на кнопочку, и все это не срабатывает, и вы при этом находитесь в постели. So you see, the device is designed to do what you can do without it. You don't need the device, it just makes it easier to practice. Это устройство предназначено, в общем-то, для того, что вы можете сделать и без него. Оно создано лишь для того, чтобы облегчить эту практику. It uses the same principles that you can, with perhaps more effort, use with purely mental techniques. И, в принципе, немного больше усилий приложив, вы можете достичь того же, используя чисто ментальные техники. Okay. I want to talk about one more very important technique for having lucid dreams. Я хочу поговорить еще об одной очень важной технике получения осознанных снов. We have found in our research В наших исследованиях мы обнаружили, that if you wake, let's say you ordinarily sleep 8 hours, обычно вы спите 8 часов, if you get up after, say, 6 hours и если вы встаете после 6 часов and stay awake for 30 or 60 minutes, и находитесь в пробужденном состоянии 30-60 минут, and then go back to bed for 2 hours, и затем еще идете поспать пару часов, you are much more likely to have lucid dreams in that last 2 hours of the night. вы, скорее всего, легче получите вот в эти 2 часа осознанные сновидения, чем ночью. In our experiments, people varied from 5 to 20 times higher rates of lucid dreaming in that last section. В наших экспериментах люди получали чаще осознанные сновидения, чаще в 5 или даже в 20 раз. So it's a very powerful interaction. Это очень мощное взаимодействие. So what we now recommend that people do if they want to get the most results for their effort И вот, чтобы мы рекомендовали тем, кто хочет получить максимальный результат от своих усилий, is to pick, say, 1 day a week that you can sleep late. это выбрать один день в неделю, когда вы можете долго спать. If in your ordinary week you have to get up with an alarm or something, don't try it then. Если это в течение вашей обычной рабочей недели, когда вы вынуждены вставать по будильнику, не надо это делать. Perhaps a Sunday morning, but sometime that you can sleep late and there's nothing that's going to necessarily get you up. Пусть это будет воскресное утро, в общем, какой-то день, когда вы можете долго спать, и ничто вас не заставит торопиться вставать. Then you wake up 2 hours before you usually would. Итак, вы просыпаетесь за 2 часа до вашего обычного времени. It's best to wake up from a dream that you first tell yourself and remember, maybe write it down. Лучше всего проснуться вот в состоянии, когда вы видели сон, и вы запоминаете его, рассказываете себе и записываете. And then stay awake, actually get out of bed. Встаете с постели. At a minimum, you must sit up in bed. Как минимум вы должны сесть в постели. You can't just lie. You have to either get out of bed or sit up in bed. То есть вы должны полностью как бы вот, или встать из постели или хотя бы сесть. And essentially wake up completely. И действительно полностью проснуться. Then for a half an hour or 60 minutes, Затем полчаса или час you can either read about lucid dreaming, focusing your mind about the idea, thinking about what you want to do. Вы должны, например, или что-то почитать об осознанных сновидениях, или постараться сфокусироваться на этой идее, о том, что вы хотите. Or meditate, clearing your mind of other things. Или просто медитировать, почистить ваш разум. You see, we want to either think about lucid dreaming or nothing else. И вы должны думать только о
осознанных снах ни о чем больше. and then go back to sleep and do the mild exercise we described before of focusing your mind being in the dream that you just woke up from before you got up. Затем вы возвращаетесь в постель, делаете то самое упражнение, о котором мы говорили, вы возвращаетесь в этот сон. And then becoming lucid in your next dream. И затем вы становитесь осознанными в вашем следующем сне. And in fact, we recommend that the Nova Dreamer be used in this fashion rather than wearing it all night long, which can be uncomfortable for some and not as effective as wearing it for the last several REM periods of the night. И вот мы рекомендуем использовать новодример именно в этот период, а не спать с ним всю ночь, что не очень удобно. И именно здесь это будет эффективно. Yes. So I recommend this method because in our experiments, when people did this 4 times, most all of them had a lucid dream at least once. И мы советуем это, потому что в наших экспериментах, если это делать хотя бы 4 раза, уже, по крайней мере, 1 раз приходило осознанное сновидение. So the major effort is to say, I want to get out of bed before I'm ready to get up. И самое основное усилие — это сказать себе, что я должен встать с постели гораздо раньше, чем я должен вставать. But notice we're not asking you to limit your sleep. We're saying you get up early, stay awake for a period, and then go back to sleep for the same period of time. Но опять же мы говорим, что мы не хотим ограничить количество вашего спанья, то есть вы встаете раньше, но затем вы возвращаетесь в постель. So if you have small children, for example, and it seems impossible to sleep late, И если, например, у вас маленькие дети, просто невозможно поспать подольше, you get up at the time they get up, вы встаете тогда, когда они встают. but then arrange to take a little nap. Но затем вы как-то обеспечите себе возможность еще немножко поспать. So the 2 factors that are important is the interruption of sleep Итак, здесь 2 важных фактора. Первый — это прерывание сна, and the timing of late in the sleep cycle. и затем позже вот, снова завершение этого цикла спанья. And that puts the brain in the optimal condition for lucid dreaming. И опять же привести ваш разум в оптимальное состояние для осознанных сновидений. Okay? So, any questions or comments about what we've talked about this morning? Итак, есть ли вопросы или комментарии по поводу того, о чем мы говорили? А в последней технике я должен проснуться вот на 2 часа раньше обычного при помощи обычного будильника, я так понимаю, да? And with this last technique, whether I should get up 2 hours earlier using the regular alarm clock? Well, the question is, should you get up earlier using an alarm clock? I'd say if you would not otherwise awaken, yes. Да, если вы по другому способу проснуться не можете, то да. Yeah. It's not optimal. Это не самое оптимальное. The best thing is to awaken from a dream, Лучше всего проснуться, когда вы видите сон. because then you have something to think about as you're going back to sleep. Потому что в этом случае у вас есть что-то, о чем вы можете подумать, прежде чем снова заснуть. If you wake up with an alarm clock and don't remember a dream, Если у вас будет будильник, и при этом вы не помните свой сон, then it's not so easy as you're going back to sleep to set your mind on doing what you want. уже не так легко настроить ваш разум на все это, прежде чем вы снова будете спать. А какую максимальную задержку дает новое время? Он сказал, что если типа 6 раз нажать, то What is the maximum 60 минут. delay which 5 часов я могу Novadrimer can сделать. give you? Many hours, but I was going to say if you have a Nova Dreamer, another way to do this is you can set a delay for, say I want to be awakened after 5 hours or something. Он with дает, it. это может быть много часов. Or 6 hours. Можно вы настроить его так, чтобы эта отсрочка была на 5-6 часов. And then you use the function called the dream alarm. И в этом случае вы используете будильник специально здесь. The dream alarm is designed to awaken you 5 minutes after it determines that you are dreaming. И вот этот будильник спроектирован так, что он пробуждает вас за 5 минут до окончания сновидения. 5 минут после того, как вы как начали сновидеть. And therefore it makes it easier to be awakened from a dream that you are going to remember them. И в этом случае это помогает вам запоминать сон. Now, Каких-то противопоказаний. Are there some side effects of using this
книг. The main side effect is the loss of sleep. Но главный такой нехороший побочный эффект – это нехватка сна. And really, that's all. Это Я имею в все. виду психологические проблемы у людей. What about психические psychological problems? None that I know of. I mean, Насколько известно, нет. to develop dream awareness, you have to awaken from your dreams. Чтобы развить осознание сна, вы должны проснуться из вашего сна. And if I think the usual idea of what a good night's sleep is, you go to sleep, you wake up, and nothing happened in between. Потому что обычно такое представление о том, что такое ночной сон, это вот вы засыпаете, вы просыпаетесь, а между этим ничего не происходит. That means you forgot all those dreams. Это означает, что вы просто все забыли. But if you want to cultivate your awareness of dreams, Но если вы хотите культивировать вашу Нет, имеется в виду, не осознанность, может ли это подтолкнуть человека, склонного к психопатологии, каким-то what отклонениям? about the people who have some problems with psychopathology and so on? well, I would not want to say that a person with some kind of psychopathological problem would not have some difficulties with lucid dreaming, because that same person is going to have problems with being in this seminar, being in any social situation, right? Но я не могу сказать, что не будет никаких проблем у человека, склонного к психопатологии, потому что у него же будут проблемы и с тем, чтобы просто участвовать на семинаре и просто быть в обществе. And so some people will get into trouble in any situation. Есть люди, у которых проблемы возникают в любой ситуации. But I know of no specific difficulties arising from lucid dreaming, Но мне неизвестны никакие специфические трудности, возникающие при использовании. especially if you compare it with its alternative, Особенности, если сравнить с альтернативой. which is non-lucid dreaming. Это неосознанные сновидения. People can be very frightened by dreams, yes? Например, люди могут быть очень напуганы своими снами. Sometimes people are in lucid dreams and then they say, something's wrong, I'm stuck in another world, and they get frightened. И, например, люди могут, не находясь в осознанном сновидении, увидеть что-то, что очень сильно их напугает. But that's normally a failure of lucidity. Это обычно происходит, если человек думает, что это осознанное сновидение, то обычно это вот провал в его осознанности. And the fact that people may be frightened by those experiences is no worse than the fact that they're frightened all the time by nightmares. Но если людей вдруг напугал почему-то такой опыт, это ничуть не хуже, чем то, что как пугают обычные ночные кошмары. We have received on the order of 20 or 30,000 letters from people. Мы получили порядка 20-30 тысяч писем от людей. Maybe 3 or 4 have spoken of finding lucid dreaming unpleasant. Может быть, 3 или 4 сказали о том, что им было как-то неприятно иметь осознанные сны. Usually because they feel their lives are too busy. There's too much happening all night long, and Главным образом потому, что им казалось, что они становятся слишком занятыми, слишком много всего происходит в течение ночи. and it can be confusing then. И это заставляет их чувствовать растерянность. But I have found for people like that who have very vivid dream recall and have a lot of lucid dreams, what they need is they need some training about how they can use that beneficially. Но вот те люди, которые получают много осознанных сновидений, то, что им нужно, это определенный тренинг, как это все эффективно использовать. And that once they know how to do it, then they find it is a great talent, a benefit. И когда они понимают, как это использовать, они приходят к выводу, что это великолепный дар и очень выгодная вещь. Yes. По прибору, по поводу прибора, планируется ли его модернизация, то есть когда при использовании этого прибора выявляется очень много, скажем, недостатков? In the process of using the device, you might find a lot of things to change, whether you are going to make a new version. Yes. Well, there already is another version of it that Vladimir is about to get a prototype of any day now. Уже есть новая версия этого прибора у Владимира. that lets you connect. Владимир скоро получит. Да, Владимир скоро получит.
that lets you connect one of these devices to a personal computer. Например, можно подсоединить этот прибор к личному компьютеру. This lets you do things like say, I want it to wake me up at a certain hour of the night. И тогда можно, например, дать команду пробудить в определенное время ночью. And to change on a computer screen many parameters that you can't change in the Nova very easily. И легко, через экран компьютера можно изменить легко массу параметров, которые вы не можете изменить в приборе. And also to keep track of your results. И вы также можете отслеживать ваши результаты и сохранять их в памяти. One of the ways in learning to use this device, you have to find out what is the right brightness for you, for example. Например, одна из важных вещей при использовании – это правильная яркость. So this, for example, is the dimmest setting for a light sleeper. Ну вот, например, вот эта установка для спания. Yes, and then here's the next one. I'm sorry, that was actually the flexible mode. Ну вот это был такой гибкий The adjustable mode. Here is the light sleeper, just 4 dim flashes. Вот первый это был такой вот настраивающийся или гибкий режим работы, а вот сейчас это для людей с поверхностным сном. Да. Light sleepers, поверхностным сном. And here's the next for medium sleepers. А это вот для сон средней глубины. And this for deep sleepers. А это вот для глубокого сна. Главный недостаток – это ложное срабатывание. Раз. Потом нужно в этой маске спать. Ее можно, если применить способ модулирования, то есть частоту увеличить, частоту увеличить где-то 30 герц, можно, килогерц можно при свете прямо спать. То есть со спокойной маской. Absolutely. For me, to try to use this in this weather, forget it. Ну да, я вот, например, в такую погоду здесь не стал бы это использовать. What I do at home, if it's on the warm side, I have a fan right next to my bed. И дома я устанавливаю вентилятор прямо около своей постели. Then it's okay. Тогда все в порядке. Otherwise, I agree with you. It gets too hot. Я полностью с вами согласен, слишком жарко. И еще один момент, значит, желательно, чтобы не проводами это соединение было с компьютером, а, скажем, при помощи инфракрасной, так сказать, связи. And is it possible to connect it to computer, not using ports, but using some distance? We may be doing that in the future. Возможно, мы это сделаем в будущем. We're working on a new version of the device that will have a computer interface that will probably use infrared. И, по-видимому, будет компьютерный интерфейс, использующий инфракрасные лучи. Еще один момент. Хотелось бы, чтобы меньше ложных срабатываний, то есть он попадал именно в сонный паралич. То есть когда получается уже более точно. Потому что ложное срабатывание это дичь. What that usually means is as you're falling asleep or having awakened, right? Это вот как получалось, что вы засыпали, и потом это вас пробуждало? Нет, срабатывание ложного человека вернулся. Oh, it's because like somebody began to move. Yes. And that's why what we recommend that people do is В этом случае мы рекомендуем следующее. Is every time that they find themselves awake, to push the button once. Каждый раз, когда вы чувствуете, что прибор вас пробудил, это нажать кнопку. Because yes, it can. If you move your head, that may be enough to determine that you're dreaming. Конечно, потому что если вы просто подвигали головой, это могло сработать. Because it's an eye movement. Потому что это также и движение глаз. I'm hoping that in the next version we'll be able to discriminate better between the eye movements that are made with a body movement and while you're awake blinks. И я надеюсь, что в следующей версии мы сможем сделать более точное различие между непосредственным движением глаз и движением головы. Compared to REM sleep, because we understand your point that that is a deficiency that the device could work better in that way. И мы понимаем вашу точку зрения, это действительно недостаток, и прибор в этом плане мог работать лучше. Хотелось бы еще одно замечание сделать вам.
То есть при компьютерном соединении хотелось бы, чтобы были видны графики. То есть там при помощи векограммы можно точно определить, человек это характер сновидения, то есть это медленный сон, фаза сновидения, медленный, быстрый и само, значит, сновидение. Это очень хорошо различается по-другому. Поэтому если связь идет с тем, чтобы второй человек, чтобы второй человек видел точно, потому что есть приборы, которые точно определяют. Вот, например, я могу определить за 2 секунды, что начался осознанный сон. Поэтому вот здесь хотелось бы. Yes, that is exactly what we're planning for our next version. Это именно то, что мы планируем для следующей версии. Explanation, possibly, and a paranormal explanation. Здесь два объяснения: нормальное, возможное, и паранормальное. I'll just say that as for the paranormal explanation, who knows? Что касается паранормального, кто знает, что But такое. one normal explanation that comes to mind Нормальное, которое приходит в голову. is before that, sometime in the middle of the night, До этого, возможно, в середине ночи, you got out of bed in your sleep and did it. вы во сне встали с постели и сделали. It happens only in the morning. Yeah. But what I'm saying is so in the morning you have a dream that there's something in your hand, and then it turns out that there is. Yes? Утром у вас ощущение, что что-то в руке во время сна, и потом оказывается, что этот предмет у вас в руке. But to be sure that I don't know how often this happens. Я не знаю, как часто это случается. Я прекратила вообще эту серию. Я испугалась, поэтому я не могу разобраться, честно. She was frightened and Yes. so Yes. Well, if you can be confident that the explanation that you didn't get up in the night and do this and then have a dream that it was there and so on, when I said there was a normal explanation, that's what that would be. But I also said at the beginning that may not be the explanation. То есть есть, возможно, такое нормальное объяснение, что, может быть, вы не совсем были уверены, что у вас этого не было в руках, и потом... Но это может быть нормальным объяснением, а может и не быть. But it might be hard to be certain that that was not the explanation, because most people don't sleep while they're being videotaped so that you know whether they got out of bed. Но это трудно сказать, насколько это объяснение срабатывает. And the problem is that people don't remember what they did normally when they are sleepwalking. They have no recollection at all. Потому что если человек сходит во сне или что-то делает, в нормальном состоянии он об этом не помнит. And that's why that you could conceivably have done something like that and have no recollection at all, except for where did this come from? И вполне возможно, что вы все это делали, после этого у вас нет никаких воспоминаний о том, что вы это сделали, за исключением предмета в вашей руке. I have heard of something like this in the case of sleepwalking, where it wasn't that they had something in their hand, but something had been done in the room that was different, was Я changed. слышала о подобных случаях, но там только это был не предмет в руке, а просто в комнате что-то было сделано. В комнате я делала. But so we have to get a videotape of you sleeping to make Но в этом sure. случае нам нужно заснять на видеокамеру, когда вы спите, что происходило. So reframe it so that it was frightening. I can see why. Where did that come from? И я понимаю, когда вы увидели это, что почему были испуганы, откуда это взялось. Say, okay, thank you. Next time, some money, please. Вы в этом случае скажите: спасибо, благодарю вас, пусть в следующий раз здесь будут деньги. Посмотрим. А у нас одна знакомая, у нее как наваждение. Утром просыпалась в руках шубы. An acquaintance of the girls woke up having her bag in her hands all the time. Ну, шуба в коридоре висела. Her bag was something different. Yes. Well, she probably went and got it. Yes. Возможно, она встала и забрала ее. Причем она муж рядом And спал. her husband were sleeping beside her. Yes. Well, many mysterious things happen in the night. Очень много мистических вещей происходит ночью. But now I would like to continue so that we can finish this morning with the basic techniques of having lucid dreams and staying in them, which is our next topic. Но сейчас я бы хотел утром закончить, как нам
оказаться в осознанном сновидении и остаться в нем. I already mentioned the problem that some of you will be aware of realizing you're dreaming and then waking up immediately. Я уже говорил, что у многих такая проблема, что вы осознаете, что вы во сне и тут же просыпаетесь. It's difficult to obtain lucidity, and then it's also difficult to keep it. Очень трудно достичь этого, но также трудно и удержать это состояние. And there are two things that can go wrong once you've got it. И есть две вещи, которых здесь вот неправильно вы ведете себя, если вы это получаете. You can lose the dream and wake up, Вы можете потерять сновидение и проснуться, or you can lose the lucidity или вы можете потерять осознанность and go back to normal dreaming. и вернуться к обычному сну. As for the second, the way that you deal with that problem Что касается второго случая, как с этой проблемой разобраться? is that at first you have to talk to yourself Сначала вы должны поговорить сами с собой and remind yourself, say, this is all a dream. и напомнить самому себе, это все сон. This is in my mind. Это в моем мозгу, It's all a dream. это все сон. And you'll notice that it's often that one becomes emotionally involved in the dream, that a strong emotion, and you then get absorbed into it and you forget that it's a dream. Но также это еще связано с тем, насколько вы эмоционально вовлечены в этот сон. Чем сильнее эмоциональная вовлеченность, тем легче вы можете забыть о том, что это сон. So all you need to do is you need to recognize that you're beginning to get emotionally involved. И лучшее, что вы можете сделать, это распознать, что вы оказываетесь эмоционально вовлеченными. And then speak, reminding yourself, saying, yes, this is a dream. И затем вы говорите себе, да, это только сон. Yeah. Есть такой вопрос. Существует как бы проблема, значит, вот я касаюсь своего опыта, что в некоторых моментах тот сон оказывается более реальным, нежели это реально. Значит, что в этом случае делать? Потому что вернуться оттуда очень сложно. There are some moments in his experience when something in his dream was more real than the reality itself, and it's very difficult to get back here from such a dream. Yes, but fortunately, Но к счастью, REM sleep ends and you wake up. в любом случае этот сон заканчивается и вы Yes. просыпаетесь. But I know what you're talking about. Но я знаю, о чем вы говорите. Проблема в том, что это не контролируется. It cannot be controlled. Yeah. Well, here's what I recommend. If you can't control something, И вот что я рекомендую, если вы что-то не можете контролировать, then you have to choose to go with it. то тогда вы можете выбрать просто идти вместе с этим. And in general, the way dream control works И в целом, как работает контроль снов, is if the river is flowing this way, итак, река течет в этом направлении, and I want it to flow that way, а я хочу плыть туда. the first thing I have to do is go with it that way, Первое, что я могу выбрать, это плыть сюда, and then turn it around. и затем повернуть надо. You see? So if I say, oh, wait, stop, then it can be overwhelming. И если я начну сразу говорить, нет, остановитесь, это уже будет какое-то преувеличение. And the whole key when you feel overwhelmed somehow is to choose what is overwhelming you, to say, I'm going with it. Единственный ключ, который вы можете использовать в подобной ситуации, которую вы не можете преодолеть, это выбрать вначале идти в потоке с ней. Значит, проблема в другом формулируется. Что для того, чтобы меня контролировать, мне нужно понять, что это другое. But to Другое control измерение. this kind of Я не dream, могу I это should различать. understand Мне кажется, что это то же самое. that because it is so Тот же similar мир, to reality, the same world. Yes. It seems very similar. I would recommend that when you are in the case that you're not sure whether you're still in a dream or not, И что бы я рекомендовал, если вы находитесь в том состоянии, когда вы не можете to определить, do что the вы rereading reality test. сделайте вот этот тест перепрочтения. And then I want you to write to me and say, well, I did that in this dream and I reread it 6 times and it never changed. И затем, пожалуйста, пришлите мне письмо, в котором вы напишите, что вы 6 раз во сне перепрочитали этот текст, он был тем же самым. I will be surprised, Я but буду очень maybe. удивлен. Ну, всё So that's all. One can have, and that in fact is how people can often get quite frightened in a lucid dream. Вот это один из моментов, когда люди могут быть напуганными в осознанном Is сновидении. they know it's a dream, and then it seems so real
Они знают, что это сон, и вдруг это так все and реально. detailed and solid that they say, wait a minute, this can't be a dream. И тогда они все такое вокруг прочное, что они начинают говорить, нет, это не сон. And then you wonder where you are. И тогда ты не знаешь, где ты находишься. Now, I believe where you are is where you always are, which is in your mind. А на самом деле вы находитесь там, где вы всегда находитесь, а именно в вашем разуме. No matter what world you're experiencing, that's where you experience it from. И не важно, что вы проходите на своем опыте, а важно, откуда этот опыт. But we'll talk about that this afternoon. Но мы поговорим об этом после обеда. So for now, though, yes, there's a problem of losing your lucidity. And the way to keep it is to talk to yourself. If you're in doubt about your state, if you say, wait a minute, this can't be a dream, then test it again. Итак, есть проблема того, что вы можете потерять осознанность. И как с этим бороться, ключ к этому, это повторять себе, что это сон. И потом попробовать вот этот тест. Otherwise, all you have to do is just say the words to remind you. Или в другом случае все, что вы можете делать, это просто говорить себе вот эти слова, которые напоминают. Yeah. The other problem involves waking up prematurely. Еще одна проблема – это то, что вы сразу же просыпаетесь. And we found that there are various techniques that can prevent awakenings. Мы обнаружили много техник, которые помогают избежать этого. When I first was learning to have lucid dreams, Когда я вначале учился приобретать осознанные сновидения, I had made rapid progress in becoming lucid. Я сделал довольно быстрый прогресс в том, чтобы стать осознанным. So I would have a lucid dream every night. И я мог иметь их каждую ночь, эти сны. But the problem was the moment I would become lucid, the dream would start to fade and I wake up a few seconds later. Но проблема стояла в том, что как только я все осознавал, сновидение начало как бы растворяться, расплываться, и я просыпался. And this was very frustrating. И это очень меня огорчало. So I tried many techniques to try to stabilize the dream, some of which were described in the literature. И я пробовал различные техники стабилизировать эти сны, некоторые из них были описаны в литературе. Such as looking at my hand. Например, посмотреть на свою руку. But I didn't find that was very effective because I would look at my hand and it would fade away. Но это было неэффективно. Я смотрела на свою руку, и рука исчезала. And at one point I got an idea. И вот в какой-то момент мне пришла в голову идея. Because of our scientific research, we have found that there is a strong relationship between the mind and body in REM sleep. Поскольку существует такое сильное взаимодействие между телом, мозгом и вот состоянием сна, I had the idea that if I would relax my dream body completely, perhaps it would relax my sleeping body and make me less likely to wake up. И я подумала, что если мне удастся тело сновидения полностью расслабить, это будет способствовать тому, что и мое тело будет более расслабленным, и вот это поможет мне в этой ситуации. So the next night, when I was in a lucid dream and it started to fade, I just dropped to the floor, relaxing my body completely, the dream floor, with my dream Так, в body. следующий раз, когда я почувствовала, что мое сновидение растворяется, я просто как бы бросился на пол и полностью расслабил тело. То есть это, естественно, был сновидческий пол и сновидческое тело. At first it appeared that it didn't work because I seemed to have awakened. И вначале мне показалось, что это не работает, потому что мне казалось, что я проснулся. But then a few minutes later, I actually awoke Но когда спустя несколько минут я действительно проснулся, and realized that that seems to have produced a false awakening or a dream of awakening. это было, оказалось, что это было ложное пробуждение, то есть это был сон о пробуждении. I thought, that's interesting, that's something. И я подумала, да, это интересно, в этом что-то есть. So I tried it again the next night, and as I'm falling backwards, I'm reminding myself, this is still a dream. И я в следующую ночь попробовала снова, это все повторилось, и когда я вот упал навзничь на пол, я понял, что это все еще сон. And indeed, then I dreamt that I was in my bedroom in bed, but I knew it was a dream. И в то же время я понимал, что я в моей комнате, в моей кровати, и у меня вот этот сон. And as I experimented with this, I found out that what was important was not the relaxation, but the sense of movement. И вот что было важным, то, что в чем был мой опыт, это даже не расслабление, а ощущение движения. And found that I could get the best results if I would spin around with my dream body at the same moment that the dream started to fade.
И я обнаружила, что даже лучше мне вот просто повращаться на месте в своем теле сновидения в тот момент, когда я почувствую, что мой сон растворяется. So, something like this. Ну, например, что-то вроде вот этого. Or moving my arms in this fashion. Или вот таким образом подвигать руками. But to be sure that I felt a sense of movement. Но чтобы быть уверенным, что у меня есть ощущение движения. So what it was like was my vision would fade. Итак, на что это было And I would похоже? feel myself spinning with my body in the dark. Мое видение растворялось, но я ощущал движение в темноте. But as long as I felt my dream body moving, Но пока я чувствовала, что движется мое тело I сновидения, couldn't feel my body in bed motionless. Right? я не мог ощущать свое тело в постели неподвижным. And therefore it was impossible for me to wake up. И поэтому для меня было невозможно проснуться. And what we found was when we tested this in nightlight, our experiment, И что обнаружилось, когда мы стали проверять это в экспериментах, that in over 90% of the lucid dreams in which people spun around, the dream was caused to persist compared to the alternative of what we called going with the flow. и вот в 90% случаев вот эти осознанные сновидения работали, когда люди вращались вокруг себя, в противоположность тем случаям, когда они шли с потоком. Meaning trying to do what you were already doing. То есть именно пытались продолжать делать то, что до того. We also tested an alternative technique that we thought of based on the presumed mechanism of this spinning technique, which was after all discovered by accident. И мы также попробовали другую технику, которая также вот была связана с этой техникой вращения, в сущности найденной случайно. Is if it's true that the way that you stay in the dream is by the dream feeling real because of your motor involvement, your movement, И если на самом деле мы можем остаться в сновидении благодаря тому, что вот во время сновидения мы включены в какое-то движение, one could also, for example, rub the dream hands like this. например, можно просто вот свои сновидческие руки потерять друг от друга. And as long as you feel your hands moving like this, И пока вы ощущаете, что ваши руки так двигаются, you can't feel them not moving at all, right? вы не можете ощущать их неподвижными. See, when you wake up, your brain takes the sensory input of the position of your body in bed, И когда вы просыпаетесь, ваш мозг начинает воспринимать ваше тело в том положении, в каком оно в постели, and your body image then is, as it were, configured in the pattern of the sensory input. и как бы ваш мозг воспринимает ваше тело с точки зрения ввода сенсорной информации. So this image of my body is inconsistent with this one, and likewise spinning И movement. этот образ моего тела с потиранием рук абсолютно несовместим с спокойно лежащими руками, так же, как и вращение. The hand rubbing did indeed prove to work. И вот это потирание рук, оно тоже работает. Perhaps not quite as well as the spinning, Но может быть не так хорошо, как вращение. but we didn't have a large enough group of subjects to be certain that spinning was definitely better. Но у нас не было достаточно больших групп на эксперименте, чтобы с уверенностью сказать, что вращение лучше. So I recommend that everybody think about that particular technique so that the next lucid dream you have, you can do it if it starts to fade. Я рекомендую вам подумать об этой конкретно технике и воспользоваться ею в следующий раз, когда ваше осознанное сновидение начнет растворяться. Many people have told me about their very first lucid dream. Многие рассказывали мне о своем самом первом They said, осознанном I realized I was dreaming, got very excited, and I started to wake up, and then I remembered the spinning technique, did it, and then after a few moments the dream stabilized. Они рассказывали, что вот я получил свое осознанное сновидение, я был восхищен, потом оно начало растворяться, я начал делать технику вращения, и сон стабилизовался. And then I went on to have a wonderful dream. И после этого у меня был замечательный сон. So it's an important thing to remember, especially for beginners. И это очень важно помнить, особенно для новичков. So in doing these techniques, though, you have to be careful to avoid the false awakening. И когда вы делаете эту технику, вы должны избегать такого ложного пробуждения. Because as the dream fades, you are thinking, I'm about to wake up.
И потому что в определенной фазе сновидения вы можете подумать, что вы проснулись. which makes it likely that you will dream about what you expect is about to happen. И это выглядит, что что вам снится то, что вы предполагаете, что должно было случиться. And if you're not reminding yourself in exactly the way if when you're talking on the telephone, if you get a number from information, you have to repeat it to yourself continuously or you forget it, right? И, например, когда вы говорите по телефону и спрашиваете информацию о каком-то телефонном номере, вы постоянно повторяете его про себя потом, чтобы не забыть. You've got to say, this is a dream, this is a И dream. вот точно так же вы здесь повторяете, это сон, это сон. Otherwise, the moment that you seem to wake up, you believe it. И в противном случае, если вам покажется, что вы и тогда, когда вам покажется, что вы проснулись, вы все равно будете верить этому. Just as you believed you were really awake this morning when you, quote, woke up. Только в том случае, если вы действительно поверили, что вы проснулись этим утром, вы действительно проснулись. Okay. So, those two techniques, but the stabilizing of lucid dreams by spinning or hand rubbing are important. Эти техники стабилизации осознанного сна путем вращения или потирания рук, они важны. Then we also have to stabilize our lucidity by the rehearsal of the phrases, an aphorism essentially saying, this is all a dream, it is all in my mind, I can do what I wish to do. Это также мы повторяем фразы, которые или афоризмы, которые стабилизируют наше сновидение. Это все сновидение, это я вижу это во сне и так далее. Yeah. And you can make an aphorism to remind you of what you want to be doing with your lucid dream. И вы также можете какой-то афоризм повторять себе, который будет напоминать вам, что вы хотите сделать с осознанным сновидением. After some practice with lucid dreaming, this no longer becomes necessary. Но после какого-то периода практики с осознанным сновидением в этом уже не будет необходимости. At first, lucid dreaming is like knowing that you have hands. Ну вот осознанное сновидение это как бы осознание того, что у вас есть руки. To know that I have a hand, at first I have to have it right in front of me. И когда я осознаю, что у меня есть рука, сначала я ее держу перед собой. It sort of gets in the way, but if I put it over here, I forget about it. Потому что если я ее уберу из поля зрения, я не забуду. So I have to say, I have a hand. Поэтому я должна сказать себе, у меня есть рука. Yes, I have a hand. After practice, you can have the hands in the background and you don't forget. После некоторой практики вы уже можете держать руки в другом месте, вы о них не забудете. But first you have to say this to yourself. Но вначале вы должны себе это говорить. Okay. So now I'd like to talk a little bit about dream control. А сейчас я бы хотела немного поговорить о контролировании сна. That let's say you decide you now are in a lucid dream. Итак, скажем, давайте мы решили, что сейчас мы находимся в осознанном сне. And I think, I'd like to just walk through this wall. И я себе говорю, вот я хочу сейчас через эту стену пройти. Why not? It's a dream. Почему нет? Это сон. So why? It's solid. Жесткое. Why? Почему? Because all of my experience of walls is that walls are solid. Это потому что весь мой опыт относительно стен состоит в том, что они жесткие. So it is acting like my expectation of how a wall И acts. так это работает так же, как и мои ожидания от того, что такое стена. Now, think about it, I am still being held up by the solid earth. И точно так же я думаю, что меня снизу поддерживает твердая So I земля. must have an unconscious expectation, at least, that this dream stuff is just as solid as this is. И в моем сне и также у меня могут быть ожидания, что это все такое же твердое. And therefore a wall should be solid, like this wall is. И, следовательно, и стена должна быть жесткой, так как является жесткой эта стена. So I look at it, it looks like a barrier. И так это выглядит как барьер. So if I wish to go through the wall, I have to change the way I look at it. Итак, если я хочу пройти через стену, я должен изменить способ, как я на нее смотрю. So, for example, I could say to myself, physicists know that what seems to be solid matter is mostly space. Итак, я могу сказать себе, физики знают, что то, что я думаю о твердых объектах, это в основном пространство. Yes, so I'll just let the so-called atoms in my dream hand pass through the atoms in my
Я должен в своем сне атомом своей сновидческой руки позволить проникнуть через атомы сновидческой стены. So thinking that way, the wall now feels a little porous. То есть стена, она как бы пористая. Yeah, and as soon as I feel that it is a little porous, it becomes more porous, and then the hand goes right through И it. если я чувствую, что она такая пористая, она может становиться все более пористой, моя рука может через нее пройти. So that's one example of how I could go through the wall, even though at first it felt solid. То есть это один пример, как мне пройти через стену, даже если вначале она воспринимается твердой. Another one is very simple. I turn my back to it. И вторая, она очень простая. Я просто поворачиваюсь к стене спиной. And what happens to a dream wall when we turn our back to it? И что происходит со стеной в сновидении, если мы поворачиваемся к ней спиной? There's nothing there, Там ничего уже нет. and you can go through it. И вы можете через нее пройти. You see. So you see there. That's an example of how you have to adjust your way of thinking about the world. Итак, это пример того, как вы можете настроить свое собственное мышление относительно мира. Because all of our experience, almost all of it, comes from the waking world, about how the world works there. Потому что все это наш опыт, и все, откуда это происходит, это наш опыт из того мира, в котором мы находимся в пробужденном состоянии. And in lucid dreaming, we have to learn to modify our model of the world to fit how the lucid dream actually works. И в наших осознанных сновидениях мы должны научиться, как модифицировать вот этот мир, чтобы посмотреть, как работает сновидение. So the first problems that we have in dream control Итак, первая проблема, которая у нас возникает в контролировании сновидений, are mostly problems of our attempting to do things that our unconscious mind tell us are impossible. это то, что наш разум часто говорит нам, что какие-то вещи невозможны. So if, for example, you would like to talk to some particular individual Например, вы хотите с каким-то конкретным человеком in your поговорить lucid dream, в вашем осознанном сновидении. let's say I would like to interview Tchaikovsky. Например, я хотела бы взять интервью у Чайковского. Then I don't want to say he's simply going to appear here in front of me. И тогда он просто может вот здесь передо мной появиться. But instead I think, I'll bet he'll walk in that door any moment. Но вместо этого я себе говорю, я готов биться об заклад, он в любой момент может в эту дверь войти. And here he comes. И он входит. You see, because in our experience, we never see people suddenly disappearing out of nothing. Потому что в нашем опыте у нас так не бывает по обычному, что люди из ничего появляются. We see them coming through a door, and therefore it's easier to expect it to happen that И way. обычно мы видим, что они ходят через дверь, и нам легче предполагать, что так оно и And случится. so you make use of your expectations about how the world works. Итак, вы можете некоторую пользу извлечь из ваших ожиданий того, как работает мир. So, and we believe that if you truly expect that Tchaikovsky will walk in the door, he will. И если вы на самом деле предполагаете, что Чайковский может войти в эту дверь, он и войдет. This is very clear in regard to our nightmares. И это очень ясно относительно наших кошмаров. If you can think of it from your experience, you will know that in nightmares, that let's say you're running away from someone, Ну, например, если в вашем кошмаре вы от кого-то убегаете and you're hiding somewhere, или прячетесь, and then you have the thought, perhaps he'll find me here too. и у вас появляется мысль, он, наверное, меня здесь найдет. And the moment you think that, he does. И в тот момент, когда вы об этом думаете, он действительно делает. And it's not magic, it's simply expectation. И это не магия, это просто ожидание. This afternoon, we will talk about the theory behind how our minds are modified by expectation and motivation. После обеда мы поговорим о теории, как наш разум модифицируется через мотивации и ожидания. For now, for the practical application, just remember that it's best in the lucid dream to make things go in some way that's consistent with most of your experience. И вначале вы должны вот в рамках ваших ожиданий смотреть, что все Yes. Well, to not to try to do things in a way that would be impossible
utterly in regard to your waking life. То есть вы не должны ожидать, что что-то должно происходить полностью отлично от того, как это происходит в вашей обычной жизни. See, for example, flying is not utterly impossible. We have the experience. We can jump into the air. Например, полет он не такой уж невозможный, потому что мы можем подпрыгнуть. Now, if for some reason we were never able to jump at all, И если по какой-то причине у нас никогда не было возможности then попрыгнуть, it would be difficult for us to fly in dreams. тогда для нас But будет трудно летать с It's not сновидением. so hard because we have something in that direction of that experience. Но это все-таки не так уж трудно, потому что у нас есть что-то похожее в том же направлении в нашем обычном опыте. Okay. So we may have some problems with that there, yes? Но мы можем здесь иметь некоторую Вопрос? проблему. Вопрос. Значит, вот человек спит, испытывает осознанное сновидение, и вдруг как бы он встречается с кем-то там еще. Это ему кажется, либо значит, люди видят один и тот же сон. Насколько он... For example, somebody is sleeping and has a lucid dream, and in his lucid dream he meets another person. Whether it's his imagination or this other person also has a lucid dream and they meet each other. Okay. I'm glad you brought up that question because I was just going to talk about dream figures. Вот хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что я как раз хотел поговорить о фигурах из сновидений. For example, if Stephen right now were to realize he were dreaming, Ну, например, вот то, что вы, может быть, вы можете сейчас прийти к выводу, что вот Стивен вам снится. I would be more inclined to think that the dream figure representing Lynn in the back of the room is Я бы больше считал, что вот та фигура сновидения, которая вот сзади в комнате, somehow really there because I know her. она действительно находится там, потому что я ее знаю. Then it would be people that I don't know very well Но также там могут or have быть never seen. люди, которых я знаю мало или вообще никогда не видел. Because Lynn is somehow more real to me, and if I dream about her, I think of the Lynn I know and think that that must be her. И, например, если я знаю Лену, то она для меня более реальная. Если она в моем сне, мне кажется, что я действительно вижу ее. But if you think about this, suppose if this were a dream, and I pick up this piece of dream stuff, Итак, вот этот сон, я поднимаю сейчас вот этот кусочек из сновидения. why would we suppose that inside this book was already dream letters? Почему мы предполагаем, что внутри этой книги уже есть какие-то буквы? We know that we have a brain inside our heads. Мы знаем, что у нас внутри головы есть мозг. And we know that, it has great complexities and that the whole nervous system, everything that's underneath the surface of our skin is the mechanism that determines our perception. И мы знаем, что там есть определенные свойства, которые связаны с рецепторами на коже, и как-то все это есть какой-то механизм восприятия. I assume I have a brain and I assume you have a brain. И я допускаю, что у меня есть мозг, и я допускаю, что у вас есть мозг. We don't know it directly, it's just an assumption that is generally appears to be correct in this world. Мы не знаем это непосредственно, это просто некоторое допущение, которое вот возникает в этом But мире. so here we are in a lucid dream and we've got that same expectation. Но вот когда мы находимся в осознанном сновидении, у нас появляется тоже ожидание, That it might be true, которое может быть истинным. but I doubt that my dream body has a dream brain and dream thoughts in it. Но я сомневаюсь, имеет ли мое тело сновидения такой сновидческий мозг внутри сновидческой головы. Because then we have to say we have a dream brain apart from the physical brain. Потому что в этом случае мы можем сказать, что у нас есть какой-то мозг сновидения, который находится вне физического мозга. And then we have to also explain how it is that people come to no harm if they remove their dream heads. И тогда мы думаем, как же это не причинить людям зла, если мы снимаем с них головы. But all I would... Конкретнее просто. Вот во сне, я во сне вижу свою знакомую, она сажает огород. Я ей говорю, почему бы тебе не покрасить волосы в рыжий цвет? Она поворачивается и говорит мне, я не буду красить волосы. Потом я ее встречаю, и она ни с того ни с сего мне говорит, я не буду красить волосы. And then they meet in a day life, and suddenly she tells him, I don't want to color my hair in a reddish color. Yes, okay. But that I regard as
evidence for information transfer. Но для меня, я рассматриваю это как доказательство передачи информации. That doesn't prove she was in your dream. Но это не There's a difference. доказывает, что она была Yeah. в вашем сне. Это разница. And as we'll talk later this А afternoon, какие есть доказательства? Могут ли они быть? And whether evidences can exist. yes, there can indeed exist evidence, есть which, такие but let's talk about it this afternoon. Но мы будем говорить об этом после Yeah, обеда. yeah. But and if I forget to mention it, please bring up the question again, all right? И если я забуду об этом сказать, Yeah. напомните. After I talk about how this is a dream and how we build models of reality and so on, okay? После того, как я объясню, как мы определяем, что это сон, и как построить модели реальности. But what I was saying is that there are certain difficulties we have in keeping straight what a dream is. Итак, у нас есть определенные трудности, как распознать непосредственно, что же такое сон. For example, in one of my early lucid dreams, Например, в одном из моих ранних осознанных снов I was flying around the dream world. я летал вокруг сновидческого мира. And it seemed then that I was flying over the San Francisco Bay area near where I lived. И мне казалось, что я летаю где-то над Сан-Франциско, над заливом, недалеко от места, где я живу. And then I thought, oh, well, that means I must be sleeping down over that hill somewhere. И тогда я подумала, наверное, я должен там вот возле этого So холма I'll где-то спать. fly down and visit my sleeping body. То есть я могу полететь вниз и посетить мое спящее тело. Now, when I woke up, I thought about that. Когда я проснулся, я подумала об этом. Why? I was confused about something. Что-то меня смущало. The world I was dreaming of was not the world my body is asleep in. То есть тот мир, который я видел в сновидении, это был не тот мир, в котором я спал. Why did I think it was? Что же, я думаете, это было? Just because it looked like it. А почему? Просто он выглядел так же. And that isn't reason enough. И это вот, в общем-то, достаточное основание. We have a strong tendency to think of people that we know, scenes we know, the closer we are really to our ordinary life, oh, this is my ordinary life. И вот у нас есть такая тенденция, что чем ближе то, что мы видим людей, места к нашей обычной жизни, тем больше мы думаем, что это и есть наша жизнь. We have strong biases in favor of thinking of the people we see as real people. И у нас есть очень сильная тенденция считать, что вот люди, которых мы видим, они реальны. I mean, until this moment, it has not even occurred to me that every one of the people in this room, that some of them might not really be here. И вот до этого момента я даже не задумывалась, может быть, те некоторые люди, которые присутствуют в этой комнате, может, их просто нет. Yeah, I just assume that all of you are here and you see a picture, you have a consciousness, there's somebody there. Я просто допускаю, что вот все вы здесь находитесь, у меня есть какая-то картинка, и, может быть, у всех есть сознание. So if we're in a world in which that may not be true, И если вы находитесь в том мире, где это не обязательно истинно, then we can easily not realize that and instead assume what is usually the case while we're awake is still the case in our dream. и там уже мы не можем так легко это осознать, и мы должны учитывать, что то, что мы видим, это сон. And the fact is that in general, when we have dreams about the people we know and we tell them about that, Но, в общем-то, когда мы видим людей, которых мы знаем, и мы потом рассказываем им об этом, they have no idea what we're talking about. они обычно не имеют ни малейшего представления, о чем мы говорим. Now Lynn, for example, does this often enough. She describes a dream where her dream version of me was doing something that I don't think I would do, or saying something I don't think I would say, and so on. Например, Лин часто описывает мне свои сновидения, в которых она рассказывает, что я что-то такое делал, что я на самом деле не делал, и говорил, что я не говорил. And I hope I'm not responsible for what she dreams about. И я надеюсь, что я не несу ответственности за то, что она видит во сне. But I don't want to say that it is impossible that you ever in your dream meet someone who is actually in a sense there. Но я не стану утверждать, что это совершенно невозможно, что тот, кого вы видите во сне, действительно там не находится. Because it's happening right now. Потому что это происходит именно сейчас. So we know that there is at least one world in which that can happen. И мы знаем, что, по крайней мере, один мир существует, в котором это происходит. And this afternoon when we talk more about this, I think it'll make more sense of why
I would prefer that we have the assumption that until I receive evidence to the contrary, it's better to assume that what I'm experiencing in the dream is entirely my mind, my responsibility alone. И мы позже об этом поговорим, но пока я считаю, что пока мы не получили результат, что это нечто противоположное, нам лучше считать, что то, что мы видим или испытываем опыт сновидений, это создано нашим разумом. And it would be possible to have evidence to the contrary, but it's a very special kind of evidence, and you need to have very good evidence to assume anything else. И вполне возможно получить подтверждение чего-то прямо противоположного, но это будут очень особые подтверждения, и они должны быть очень точными. I suggest as an exercise in lucid dreams to start taking apart dream televisions, for example, and see whether or not you find circuitry in them. Ну, например, я предлагаю такое вот упражнение по осознанному сновидению, когда у вас во сне вы начинаете включать телевизор. If I were to open this device, I would find a picture tube in it and some vacuum tubes or transistors and all kinds of circuitry. То есть я абсолютно уверен, что если я сейчас открою этот ящик, я увижу там вакуумную трубку, транзисторы и так далее. But a dream image of a television has no reason to have anything whatsoever inside it. Но в сновидческом образе телевизора нет необходимости иметь всю эту начинку. And that's what I said. If you experiment with the dream objects you find, including your dream body, say, here is a hand. I can pass this hand through that one. Но в образе сновидения вы также вот у вас сновидческий образ вашего тела, и одна рука может пройти сквозь другую руку. What happened to the dream bones and the dream flesh? Что происходит с костями в сновидении и с мясом? I say it is better to think of it as an idea. И я думаю, что лучше об этом все-таки думать как об идее. A mental model of what your body is. Это ментальная модель того, что является вашим телом. Again, this sort of metaphysical discussion we're having now will be much clearer after this afternoon when we talk about models of reality. Опять же, эта метафизическая дискуссия будет гораздо более понятной после обеда, когда мы будем говорить о моделях реальности. Yes. Ну вот, допустим, я во сне вижу человека, которого я никогда в жизни не видела, и через несколько дней я с ним знакомлюсь, с этим человеком. Так это разве сон? Потом, когда я с ним знакомлюсь. A man in my dream whom I have never met before, and some days after it I meet this person. Again, that is an example of information transfer, of knowledge. Это также пример передачи информации и знания. Let me give a simple example of this. Since people are obviously interested in this issue, it's a little premature, but Я хочу дать пример, потому что я вижу, что вы действительно интересуетесь этим вопросом. compare the difference between two kinds of shared experience. Давайте посмотрим на разницу между двумя видами вот опыта. Right now, we're all in this room together. Вот Yes? сейчас мы все вместе в этой комнате. Now, I would like you each to imagine that we are at the beach, swimming in the cool water together. Okay? Представьте, я хочу, чтобы каждый из вас сейчас представил, что мы все находимся на пляже и в прохладной воде плаваем. So everybody now imagine that, please, for a Итак, moment. на минуточку, все из вас должны представить себе вот это. Okay. Now, I say, I just had a dream in which we were all at the beach together. Did anyone have an experience И like вот that? я могу сейчас сказать, мне только что снилось, что мы все вместе были на пляже. А And кто-то you all из say, вас yes, me. испытывал тот же опыт. Ну и вот каждый скажет, да, я. Does that mean we were actually there together? Or does it mean that we shared the same idea of being there together? Означает ли это, что мы все там были вместе, или мы просто разделили идею пребывания? Is that really the same as the sense in which we are sharing this world now that we're И interacting было with? ли это в том же смысле, в каком мы сейчас разделяем вот этот мир Not здесь quite. сейчас? Не See? вполне. So, we have in the cases where you see someone or meet someone, two alternative explanations. That there is knowledge being shared or a world being shared. Итак, когда у нас есть опыт, что мы где-то с кем-то вместе вот встречались, то есть два возможных объяснения, что это передача информации, то, что мы поделились
информацией, или то, что мы действительно вот поделились физическим миром? Yes. So, question? У меня вопрос. Имеет ли отношение к осознанным сновидениям, имеет ли смысл психологические интерпретации сновидений типа Фрейда, Юнга, Пёрза и так далее? All the psychological interpretations of dreams given by Peirce, Jung, Freud, do they have any meaning for lucid dreams? That's a fairly large question. We'll be dealing with it right after the lunch break, which we'll be taking, I guess it's actually we're supposed to, at 1? So that's in 2 minutes. But briefly, to give you a foretaste of what's later on, I think all of the different theories of dreams and ways of working dreams have a certain validity. They obviously work and help people to understand themselves better. But I would distinguish between a way of working with a client or a way of gaining, of progressing on some path with a theory of how things work. I don't think that the theories of Freud and Jung and the rest of them have much value. The practice does have value. Практика, вот, которую они предлагают, она имеет ценность, но теории в данном случае нет, потому что следует различать работу, психотерапевтическую работу с клиентом и вот то, о чем здесь говорим. And that's to be expected, because after all, these people are all clinicians, they are practitioners. И кроме того, следует учитывать, что все эти люди, они были клиницистами, практиками. Who found something that worked and then thought up an explanation of why it worked, but that doesn't have to be right. То есть они видят, что это работает, и дают какое-то объяснение, что это работает, но это может быть неправильно. And speaking of Freud and Jung, for example, I think they each have a part of the story correct, but they don't, either of them have a global understanding of what a dream is and what are the factors that determine it. И говоря, например, о Фрейде и Юнге, я думаю, что часть того, что они делают, она правильно, но у них нет такого глобального понимания о том, что каково сновидение само по себе. We have something to benefit from that they did not. We have their teachings and the new knowledge that has come out in the centuries since then. И у нас есть определенная польза из того, что они знали и не знали, потому что они создали часть какого-то учения, а потом появилось новое знание. So in certain areas, at least, that involve science, it is quite typical that an ordinary person today could know more about how the world works than the greatest scientist of 2 centuries ago. И в сущности, благодаря развитию науки, самые обычные люди сейчас знают больше, чем какой-то великий ученый несколько столетий назад. Okay. So do we have any questions about the techniques that we have talked about? Есть ли у вас вопросы относительно техник, о которых мы говорили? Okay. Хорошо. Был у вас опыт такой сделан, что время суток имеет значение для выхода в сновидение. Whether you have an experience that the time of the day is important for getting lucid dreams. Потому что я по своему опыту с 12 до часа ночи я резко выходила, когда по технике выходила в сновидение, когда я резко возвращалась, у меня поднималась температура тела. Я специально измеряла 38, жар, потом вода, все это льется, и я в это время с 12 до часа ночи, утром, днем этого не было. Вы могли бы что-то вокруг? Измеряла специально температуру тела. Yeah, that may have to do with your biological rhythms and the fever itself. Это может также относиться к вашим собственным биологическим ритмам, также к страху. Because our experience in general is that lucid dreaming is much more likely late in the night, depending on when you go to bed, after dawn. Но наш опыт показывает, что большая вероятность осознанных сновидений происходит позже ночью, но это еще зависит от того, когда вы вообще идете спать. The old traditions describe that the dreams after dawn are likely to come true or are going to be clear. The ones before are likely to be confused. И вот есть такой старый опыт, когда описывают, что какие-то
сновидения после часа, они более ясные, после 4 часов они более такие. And I, yeah, but I know not for you, yes. Yeah, she was saying that it happened at 39,40, притом это на 5 минут где-то. Опасно ли это? Is it dangerous? Yeah. Well, a fever can be dangerous, of course. Лихорадка, высокая температура может быть опасной, конечно. Yeah, a fever is something that biology is prepared to, that usually helps us fight an infection. But if it биологически высокая температура дается нам, чтобы побороть инфекцию. But if it's too high, it can kill us. Если слишком высокая, может нас убить. But this is not, usually applicable to lucid dreaming because we don't have fevers. But I will say one thing about body temperature and dreaming and lucid dreaming. REM sleep itself is temperature dependent. If you are too cool, you do not go into REM sleep because our body temperature regulation stops working in REM sleep. Но в принципе вот опыт показывает, что вот эти периоды вот сновидения с быстрым движением глаз, они зависят от температуры. Если тело слишком холодное, то эта фаза не наступает. So I wouldn't be surprised that when you had this fever at the higher temperature ranges, that might have strongly stimulated your REM function. То есть вполне возможно, что эта высокая температура стимулирует. And that may be why you had the experiences at that particular time. Вполне возможно, что у вас возникает опыт именно в это время. So, but again, it's another one of those mysterious things in the night. So. Это опять же одна из тех мистических вещей, случающихся ночью. People often ask me to explain specific strange events in their lives. The problem is I usually don't have enough information about the event. Люди часто меня спрашивают о подобных событиях, но обычно у меня недостаточно информации. Можно тогда спросить? У меня произошел пожизненный случай, я месяц не спала. Никаких явлений потом у меня не было, я себя прекрасно чувствовала. Вот, это могло что-то повлиять. Врачи что-нибудь обнаружили. И я как раз себя чувствовала. Может быть, я спала? Может быть, это было сновидение? Maybe it was a dream. Maybe. Я даже не ложилась. Кто знает? So she didn't go to bed. Yes. Well, but see, what I just said, this is an excellent example of that sort of thing, which I don't know. Это прекрасный пример вот таких вот мистических вещей, вот я не знаю. And there are, of course, some things I can explain, and some things I can't. Есть вещи, которые я могу объяснить, а есть вещи, которые я не могу. So I hope you will ask me more about the things I can. Я надеюсь, вы мне больше зададите вопросов относительно того, что я могу ответить. Вот такой вопрос. Значит, я, будучи психологом по образованию, несколько лет назад опрашивал людей, занимающихся неосознанным поведением. Около 15 человек. Значит, они резко разделились на две категории. Первая категория не воспринимала себя со стороны. То есть они участвовали в сновидении, но не могли видеть себя со стороны. Предметы в их снах все время расплывались и менялись. Они не могли почти что контролировать предметы. Вторая категория видела свои тела как прозрачные. Они видели, кроме этого, нить, которая соединяет их с их физическим телом. И, естественно, могли иногда видеть свое тело со стороны, как прозрачное. Мир, в котором они сновидели, был реальным, и он мог контролировать себя. Ну, естественно, в определенных пределах. Вот, собственно, вопрос. Вопрос, что это такое? Well, I would suspect that some of these differences have to do with people's experience and expectation, what they have read. Я мог бы предполагать, что некоторые из этих вещей связаны с теми ожиданиями, которые были у этих людей, связаны с тем, что они там, допустим, читали раньше. So, for example, in my own experience, Например, мой опыт. Out of thousands of lucid dreams, most all of them, I am fully embodied. Here I am. Вот, например, у меня
меня были in the dream. тысячи опытов осознанных сновидений, но в большинстве из них я нахожусь как бы вот в своем таком теле. In a small minority of my non-lucid dreams, I may be sort of watching events happening over there. И In the только distance. в небольшом каком-то количестве сновидений я вижу как бы это все на расстоянии. But I never become lucid unless I'm involved. Но я никогда не становлюсь осознанным до того момента, пока я не включаюсь полностью. And so it seems to require a balance of interaction and detachment. И таким образом должен быть какой-то баланс между взаимодействием и привязанностью. Yeah, I call the two perspectives that we're talking about the actor perspective, where I feel I am in a world doing something. То есть есть две перспективы. Одна это перспектива того, кто действует. Yeah, То есть я нахожусь в этом мире и действую. And that's both the perspective we have right now and the usual one we have in dreams. Это вот то, что мы имеем сейчас, и обычно мы имеем это в сновидении. But what happens in a lucid dream typically is at the same time I think I am involved in this world, but this whole world is in my mind. Но что обычно происходит еще и в осознанном сновидении, это то, что я вижу, что я вовлечен в этот мир, но в то же время я осознаю, что этот мир находится в моем разуме. And so that observer perspective is outside or meta to the entire world that the actor is in. И здесь есть еще вторая перспектива, перспектива наблюдателя снаружи. And that's what gives that sort of informs the actor of the new possibilities. И вот здесь вот эта позиция дает возможность информации и возможность увидеть новые возможности. And the tendency when one loses lucidity is to get too involved with the body. И когда вы теряете способность осознанности, это означает, что вы оказываетесь слишком вовлеченными в тело. So, for example, I might be at the top of a tall building in a Например, dream, во сне я могу стоять на вершине здания, and I feel the fear of the heights. и у меня есть страх высоты. And this tells me that I'm dreaming because the fear is stronger than usual. И это говорит мне, что это сон, потому что этот страх сильнее обычного. The strange thing is, even though I say, this is a dream, И вот странная вещь, даже если я себе говорю, да, это сон, it will be very difficult for me to simply step off the building мне будет очень трудно сделать шаг с крыши, because I have such strong conditioning потому что у меня есть такая сильная обусловленность not to do things like that. не делать подобные вещи. So what I have to do to overcome that И again что же мне делать, чтобы преодолеть это? is to step in the air Это шагнуть туда. straight up while I'm still on the surface of the building. И вот встать там на поверхности Once крыши. I'm suspended in air, then I can go over И the edge. приподняться в воздухе, и вот когда я уже подвешен в воздухе, так в воздухе я могу двинуться к краю. So I sort of find a way to go around the usual expectation, which is not to jump off the building, but there's nothing that tells me not to go up. Вот. And then- И я таким образом как бы пытаюсь обойти обычное ожидание, которое не разрешает мне спрыгнуть с крыши, но тем не менее оно не запрещает мне подняться вверх. We don't have to have any prohibitions preventing us from floating to the ceiling in Потому our что у minds. нас нет никаких каких-то вот страхов, связанных, запрещающих нам взлететь к потолку. Yeah, we have an expectation, but we don't have a motivation saying we fear to do it. У нас есть какие-то ожидания, однако у нас нет мотивации, что это страшно. Whereas we have a real and important fear that prevents us from jumping out of windows and things like А that. в то же время у нас есть вполне реальный страх, который удерживает нас от того, чтобы спрыгнуть вниз. So this is illustrating what I said before of part of learning to have lucid dreams and to make use of the dream world is to learn to change your model of the world in an appropriate fashion. Итак, это то, о чем я уже говорила раньше. Часть нашего обучения состоит в том, что мы учимся, как работать с нашим миром, как изменять его модель. Yeah. And so what you should do when you wake up from each lucid dream И вот что следует делать, это когда вы каждый раз просыпаетесь после осознанного сна, is you should ask yourself, was there anything that you did or thought in that dream that didn't make sense? вы должны спросить себя, делали вы что-то такое в этом сне, что, в чем не было смысла. And then you can remember in future lucid dreams not to think in that way. И тогда в своих будущих осознанных снах вы можете
вспомнить о том, что вот так вот надо было. So, for example, once I realized that it didn't make sense to expect to find my sleeping body in the same world I was dreaming in. Например, как вот это случилось со мной однажды, я обнаружил в осознанном сне, что это неправильно искать мое физическое тело спящим в то время, как я нахожусь в другом сновидческом мире. I stopped thinking that, except for in the few instances where I deliberately decided, well, let's do an experiment. И я перестал думать об этом, за исключением тех случаев, когда я преднамеренно хотела сделать такое. To visit my bedroom and sleeping body and to get some information that I put in an envelope next to the bed and things like that. Ну, например, такой эксперимент, когда я преднамеренно хотел пойти в ту комнату, где я сплю, увидеть свое спящее тело, взять конверт, который лежит на тумбочке, и посмотреть, какая внутри информация. But it is absolutely essential that you have to be critical of your dream state of mind after you wake up. Otherwise, you don't progress. Но это очень важно, чтобы вы были очень критичными к тому, что происходит в вашей голове. В противном случае у вас не будет прогресса. So make sure that you're not engaging in logical absurdities. Вы должны быть уверены, что у вас не затягивают всякие логические построения. And the only rule I think we can trust in terms of dreaming and other experiences is consistency. И единственное правило, которому мы действительно можем доверять и в наших сновидениях, и в другом опыте, это совместимость. So I'm flying in one world. Do I think my physical body is in this world? If so, this is the physical world I'm flying in. Потому что если я летаю в этом мире, значит, может ли мое физическое тело летать? Если мое физическое тело может летать в этом мире, значит, я летаю в физическом мире. If it's not the physical world, then why would my body be in it? А если это не физический мир, то как мое тело может здесь находиться? So it's very simple as saying I'm going to hold on to one principle, and that is the principle of contradiction. Итак, я должен придерживаться одного принципа, это принцип противоречия. And so I'll just make sure that the way I understand the world doesn't contradict what else I already believe I know. И таким образом я должен понять, что вот этот мир не противоречит тому, что я верю или не верю. So we have time for one more question. Итак, у нас есть время для еще одного вопроса. Можно ли техники по осознанной визуализации, или техники медитативные, или трансовые наведения считать программируемым сновидением или осознанным Can we сновидением? consider as programming or control dreams all the techniques of trance visualization? Yes. I think you can use in a lucid dream any techniques you know from any other state of consciousness. Я думаю, что в осознанных сновидениях вы можете использовать любую технику, известную вам из других состояний сознания. Because if you've had experience in some other state of consciousness that you have an understanding of how things could change or work with that, it will work in your dream in the same way. И потому что если вы воспользуетесь техникой, которая срабатывала для вас в каком-то другом состоянии сознания, она может сработать для вас и здесь. По-моему, неправильно вопрос поняли. Трансовые техники наведения или техники визуализации, являются ли они осознанным сновидением? The techniques itself, trance technique and visualization technique, are the technique itself are lucid dreams? In a sense, partly. Частично. The main difference is for me, for example, if I shut my eyes and relax deeply and imagine that I am at the beach. Ну вот в чем главная разница? Вот, например, если я закрою глаза, буду в состоянии глубокой релаксации, представлю себе, что я там на пляже. It's sort of as if I'm there, but it doesn't feel as if I really am there. Но, конечно, можно там считать, что в каком смысле я там, но это недостаточно реально. Whereas in the lucid dream, it's just like this. А вот когда вы находитесь в осознанном сновидении, это действительно как будто It's as real as being there. это так же реально, как So, если for some бы Я people, могу летать тоже, я могу делать все, что угодно, когда я в трансе. yes, well, for some people who have very vivid imagery, lucid dreaming and the vivid imagery of a trance state will be quite similar. Но для тех людей, у кого очень развито вот это зрительное воображение, очень близки, конечно, осознанные сновидения состояния. So for the average person, though, who has imagery that is not very vivid, Но для среднего человека, у которого такое вот воображение зрительное не настолько развито, for those people, there's a big difference. для них это очень большая разница. But some not. So, and again,
any two states of consciousness have something in common. И любые два состояния сознания имеют что-то общее. And some are much more close than others, and trance kinds of states are something like dreaming, because you are isolated from the external world at the same time as your mind is active. Некоторые из них действительно более близки, например, в трансовом состоянии. Вы то же самое, вы также изолированы от внешнего мира и проводите какие-то действия.